важное объявление, да? Все, кто сидят сейчас на Ютубе, видят подобные объявления довольно часто. Могут закрыть Ютуб. Может быть, в этот раз это уже не шутки. Так что Телеграм. У нас есть Телеграм и есть Телеграм-чат. Можем потеряться, реально можем потеряться. Я пока не знаю, куда будем переезжать, не будем переезжать. Непонятно. Так что есть Телеграм-чат, сейчас вы видите где-то ссылку на него, вот прямо здесь, ссылка будет в описании, есть Телеграм-канал, там все связано. В общем, чтобы не потеряться, потому что больше 5 лет мы вместе, и, ну, не знаю, если вам хочется потеряться, теряйтесь. Нам не очень хочется, поэтому я хоть что-то делаю для того, чтобы не потеряться. И да, контент мы будем все равно пилить. Хоть как-то, хоть, ну, пока мы работаем, мы будем пилить контент, хоть где-то. Привет. Это вторая часть обширного видеоматериала по основному этапу работ на этом проекте, в этом проекте. Нескромно. Сейчас появится сначала ссылка на весь проект. Вот сейчас прям появилась. После нее сразу появится ссылка на первую серию, на первую часть. Это вторая часть. Кто не смотрел, можете ознакомиться. Приятного просмотра. Что, приехал наш этот архитектор-дизайнер, крайний раз, перед этим, в общем, он был здесь сегодня раз, он был здесь полгода, наверное, назад, я думаю, может даже больше, чем полгода. Короче, приехал он, и у нас понеслась тут прям. Надавили нас по срокам, ну, мы знали, что так будет, я, по крайней мере, знал, что так будет, плюс новых всяких движух добавилось. В общем, стало весело, но нет, не очень весело. Ну, короче, как-то так. Сейчас покажу. Так, в особенности касается вот этого всего нашего ансамбля вот в этой, скажем, гостиной, самая крупная у нас комната, самая большая. Все эти десюде-портики, все эти проворотики. Ну ладно, это мелочь. Тут надо будет смотреть уже по готовому, потому что сейчас какие-то идеи, они так есть. Мы для него зацепили, там что-то какие-то зеркальца он посмотрел, туда-сюда, что-то какие-то... Придумал какие-то варианты. Сейчас тут за этот портал получился камень преткновения, этот портал, потому что тут зацеплены все за него, и камень, и дерево, и все вообще. Подколеровываем еще чуть-чуть, там все не подколеровывают, чтобы попасть в какой-то цвет. Ну, благо он уже пришел и посмотрел, что тут происходит. Мы будем заниматься сейчас, будем дотягивать вниз, опускать вот этот наличник. Это такой наличник, он был как бы на всех дверях когда-то исторически, он здесь везде, фактически во всем доме, такой тип наличника, но здесь он штукатурный. Потому что на дверях он раньше был как бы, ну, деревянный, а здесь он проходил штукатурный. И здесь его нет, здесь будет имитация как бы филенки сюда в эту сторону, вот приблизительно так она будет идти с какими-то там разрывами, это будет, нужно будет по факту показывать. Сейчас покажу интересное, наверное. Интересное заключается в том, что нам нужно построить вот эту штуку. Вот такую штуку нам надо построить. Это интересно, наверное. Надо ее поднять, обойти балку деревянную и поднять ее полностью вверх с разрывом. Там есть место, где-то указано, где разрыв должен быть в сантиметр или во сколько. Типа новое от старого отделить. То есть кусок балки, кусок наличника должен спускаться вот до этой отметки. Старый, то есть надо его сымитировать как старый, а ниже через какой-то промежуток пойдет новый. Тут же стена готовая, типа готовая. Здесь стеклохолст, здесь новые какие-то шпаклевки полимерные. И надо будет сейчас вырезать все это, набирать буду основание этим самым ГВЛ. Тут толсто, тут несколько там, сантиметров 7, наверное, 8, наверное, вот так получается. Вот такое тело надо набрать. Сюда надо будет набрать тоже вот в эту вот пустоту. Я рукой снимаю, мне нечем. Третьей руки нет, чтобы показывать. Вот. Сюда надо будет набрать чуть-чуть, поднабрать просто ГВЛ, поприклеить его, потом его задюбелить, покрыть чем-то, может быть, даже бетонконтактиками, сверху натянуть. И надо это сделать гипсом, потому что это не будет краситься. То, что получится, оно не будет краситься. Оно будет вот как бы как есть, вот такое. Ну, такая идея. То есть штукатуркой не получится его вытянуть, чтобы потом пошпаклевать, как-то не круто. Короче, решили мы гипсом сделать. В общем, и таких две штуки, но только два шаблона у нас разных. Правый, левый. Это был правый, а такой же есть и левый. Вот. Это пойдет сюда. Тоже отметка у нас есть там, и этот пойдет налево у нас такой же.
Там на разной высоте они будут сходиться, вон там дорисовано, куда надо будет опустить старый, потом промежуток сделать сантиметр, и уже отсюда пойдет новый белый красивый. Ну, такая какая-то штука. Значит, надо будет сейчас сделать каретки, собственно, это только шаблон. А с этим самым, с кареткой надо еще повозиться, реечку, выставить их, чтобы все пошло вверх, нам же надо совпасть приблизительно хотя бы, чтобы наши линии вот эти вот это все, чтобы наше совпало там наверху. И мы совпадаем, нам не получается примерить напрямую, мы не можем примерить, не к чему примерять, то есть, потому что там уже радиальная часть идет. То есть это геморно, но я надеюсь, что мы сможем это реализовать, по крайней мере. Некий опыт есть таких реализаций, попробуем так сделать. Но это сложно, там из-за того, что там балка, обойти надо и в пустоте это все, совпасть в пустоте. Ну попробуем. Так, что тут? Хитрая система, проверяем вот так. Мы поэтому базировались и сюда же теперь строим, проверяем себя, потому что мы все построили. То, что нужно было построить. У нас там луч приходил в угол, и вот он здесь тоже в углу. Вот. Если там есть погрешность в миллиметр, в пустоте это нормально. Наверное. Вот. Это левый. Понятно, как он собран. Я думаю, все ясно и понятно тут. Вот так вот. Коробочка такая. Вот. И вот. И вот так. И вот так. И здесь есть зазоры. То есть сюда зазор чуть-чуть. Миллиметрик. Туда зазор чуть-чуть. Миллиметрик. Тут точность не нужна. Не то чтобы не нужна. Тут она возможна, но ее добиваться тут бессмысленно. То есть, потому что рейка какая-то. Такое все. Где-то если миллиметр есть что-то, то это плевать на этот миллиметр абсолютно. То есть это нормально, это классно. Так оно в самый верх будет, ой, меня одной рукой не поднять. Ну как-то так вот будет кататься. Ехать будет. Так. Здесь такой же. Только правый теперь. Опа. То же самое. Раз. Там везде должен быть чуть зазор, чтобы это самое. Не тереть. Стена все-таки не идеально же ровная. Так. Это готово. То же самое. Так же все собрано. Просто в другую сторону. Вот. Вот так. Так. И здесь мы цеплялись вот за этот, получается, край. И здесь у нас вертикали. Что там, что там. Вот. Здесь тоже вертикаль у нас. Везде все, по отбивке все идет у нас правильно. По идее мы должны подняться и попасть вот туда нашим рисунком, в этот угол. А вот в этом ракурсе мы должны после завершения радиуса, потому что мы брали внешний край, там уже радиус закончился. Тут внутри еще продолжается, он еще скруглится чуть-чуть. И здесь мы должны попасть ровно вот туда. Вот, как бы, на эту полку. Вот так мы должны попасть своей такой толстенькой тягой своей. Вот. Вот такая подготовительная работа. И дальше нам нужно убрать отсюда стеклохолст у них. Я где-то показывал, вот он сверху отплюхивается, вот он. Ну не пищите. Вот он, стеклохолстик. Нам надо вырезать его, вот это вот все. Надо вырезать вот это вот все. Стеклохолст убрать, дойти до штукатурки, как-то вырубить, там какие-то насечку сделать, и уже туда можно что-то подклеивать, потому что такую толщину мы не будем наращивать штукатурку, это слишком толсто. Есть ГВЛ, и будем ГВЛ сюда строить сколько-то, вот до такого уровня, наверное, чтобы потом обойти полегче было нам все это дело. Как-то так. Все, обрезали этот самый. Мы пойдем, у нас вот здесь нож пройдет. Я не хочу тут трогать, пускай никому надо. Мне надо создать эту самую адгезионную как бы приколюху. Тут у них угол есть. Угол мы не будем трогать. Мы аккуратно над углом просто счистим. Чуть-чуть там слегонца. И сверху потом смесью своей доберем как-то. Мне надо избавиться, короче, от этого дряни вот это как бы это прослойка из полимерки. Мне это не нужна. Она вообще не водостойкая никакая. Короче, что, вперед, погнали. Вон там, 2 раза. 2 раза по столько. Еще ничего нового. Потом надо грунтовать, ждать высыхания и дальше уже ГВЛ-очку туда как-то пришлепывать. Ну, как-то так. Хороший образчик. Вот так себя ведет штукатурка, когда она была приштукатурена, потом кое-как. Либо без высыхания, ну, короче, на гладкую. Вот так вот. Вот так. Приблизительно так.
У них была тут, я помню, что тут был этот самый, тут был, наверное, какой-то другой градус, может, немного, потому что угол вмазан, хорошо видно, что он вмазан, а дальше они на какой-то слой накидывали, и вот. И вот теперь мне надо это все дерьмо равнять, короче. Придется сюда как-то прислоняться, я не знаю, вот так аккуратно сделаю, потом, мне там ровно криво, то, что у меня лист там пойдет как-то туда-сюда, меня не интересует вообще. Там потом все равно, ну, тело-то будет сколько-то самого гипсового, а то, что оно тут неровно, не важно. Но вот не круто. Теперь придется тут, или потом, оно так не до конца будет, придется потом вот это вот подравнивать чем-то, гипсом каким-то, еще чем-то. Ну, короче, надо счищать все равно. Че, я думал, что это самое, что мы сегодня еще, может, начнем что-то тянуть или подготовим этот ГВЛчик, прикрепим как-то. Нет, мы целый день проиграли вдвоем с товарищем, подготавливая, делая шаблоны, делая все эти дела. Ну, вот сейчас я загрунтовал. Загрунтовал мультигрунтом. Пришлось вот вырубить, получается. Не то, что вырубить, оно само тут отвалилось, вот видно плоское. То есть оно отошло, мне надо было это удалить. Ну, какая разница. Все равно я буду наращивать, это все равно мясо. Я буду тело наращивать этим самым. Думаю, мультигрунтиком будет нормально это все. Пускай сохнется до завтра. Завтра будет веселее. Завтра можно будет подклеить, приготовить и может даже мазнуть, я думаю, бетон-контактиком сверху. Пускай сохнет. Ксения тут сегодня, кстати, угол показывать хотела она. Я не знаю, камера сейчас, наверное, не увидит. Тут вообще темновато, там уже солнце заходит, наверное. Здесь было белое такое пятно. Вот. Получается, сверху фриза, вот как там. А она вот так подколеровала. Прям хорошо попадает свет. Хорошо попадает, хорошо полируется. Вот так. Вот показывать будем. Будем делать эти самые представления, шоу, перформанс. Короче, приехал этот товарищ, надо ему все показать, чтобы он уже дал четкие указания, что где конкретно делать по каждой комнате. У нас еще тут вот ожидают веселые развлечения. Нам надо будет что-то опускать, еще штукатуркой, очень весело. Да. Так что вот, продолжим завтра с этим всем. Так, что, все высохло, сейчас пойдет ГВЛочка. Я пересмотрел то, что я снимал. Здесь были металлические уголки, мы их выкинули, они там, ну, как бы плохо держались, они ненужные были. Я хотел сохранить, но тут нечего было сохранять. Это все у нас получается, вот этот почти сантиметр слоя вышлепнулся отсюда. Ну и ладно, сейчас будем это самое, пилить, ГВЛочку, вставлять и клеить, и потом закреплять. Ну вот так, попробовали на джеску с гипсом, у нас не пошло, как что-то там не нужно было. На МПшку, просто на МПшку чуть как ПВАшки добавили. И вот на присосик сюда шлеп. И сейчас будем добирать потихоньку. И я что-то думаю, что они, да, немного пыльные, наверное, я чуть увлажню все-таки. Сам этот самый. Не будет тут грунтов, ничего, потому что это все будет еще на дюбелях в стену. Это чисто так, набор. Потом я как-то попытаюсь объяснить свой ход мыслей, но не сейчас, сейчас надо работать. Слегка увлажнить, чтобы убрать какую-то возможную пыль там чуть-чуть. Пока у меня сформировалась мысль в голове, как бы это все объяснить. Короче, правильно и неправильно. Как будет правильно и неправильно сделать такую работу? Это абсолютно штучная, одноразовая, не знаю, одна штука работа. То есть таких работ не встает там целая грядка на несколько лет вперед. Это одноразовая работа. Как будет правильно ее сделать? Правильно, по моему мнению, такую работу делать по проекту. У нас по проекту сделать это максимально быстро, поскольку мне до конца, до сдачи всего вот этого, вот всего вообще, вот всей этой квартиры осталось чуть больше месяца. А архитектор должен был приехать 3 недели назад. У меня сроки не сдвинулись, а он приехал на 3 недели позже. И теперь у меня по проекту сделать это быстро. И я делаю по своему проекту, как мне надо сделать быстро. Возможно, правильно было бы вытянуть деталь. Я сейчас покажу там по месту. Как можно было бы добрать вот эти вот там 7-8 сантиметров, чтобы оно было лучше, крепче. Мне нужно сейчас сделать это быстро и довольно крепко. Это мой проект, и я его выполняю таким образом. Можно было бы сделать по-другому. Скорее всего, можно было бы сделать по-другому. Но я делаю сейчас именно так, исходя из тех условий, в которых я нахожусь. Сейчас покажу еще раз. Тут еще сантиметров 6 получается. И сюда пойдет еще 4, по-моему, листа. Да, сюда еще пойдет 4 штуки. Вот они. Вот так. Потом дюбели. И у меня будет вот такое приблизительно тело. Вот оно.
Потом посмотрим, не суть. Я мог выполнить эту работу, сделав две детали. Две тонкие детали просто из гипса на столе и вставить сюда. Но это угол. Это реально угол, это реально портал. Тут будут ходить люди, и это должно быть крепче, чем если бы сделать его полым. Полым было бы, скорее всего, проще сделать. Просто две детали тянешь на столе и просто монтируешь на этот угол, и все. Нет, надо сделать, чтобы это было крепко и быстро. Поэтому выбран такой вариант. Сделать это так. Штукатуркой надо было, чтобы это просыхало. Гипсом такую массу набирать, это будет сложно и дорого. Даже не то, чтобы сложно. Но, скорее всего, это какое-то будет удорожание. И у меня такие здесь условия, что грузчики не очень хотят сюда носить, в эту квартиру. У нас идет ремонт еще там рядом, и как бы им очень сложно пробираться. Они там матерятся, плюются и не хотят носить. А мешочки гипсовые по 40 кило, и это очень не круто. А сам их носить точно не хочу. Поэтому какими-то малой кровью, простейшими движениями, и это, скорее всего, как-то будет работать. Вот такое приблизительное объяснение происходящего здесь, почему именно так решено делать. Хотя решал никто. Пришел архитектор и сказал, мне тут надо вот эта штука. И она надо быстро. Вот и все решение. Надо так сделать. Изначально, исторически, здесь была известковая штукатурка когда-то. Там у нас сверху оставались куски какие-то этой тяги, которая вот здесь. Оно и отсюда сейчас видно. Там известковая штукатурка. Это был такой вот нарост известковой штукатурки. Здесь была, по-моему, кусок двери, коробки, и сюда были гвозди вбиты просто. Это все держалось на дверной коробке на гвоздях. 130 лет. Я думаю, такой ход тоже немножко подержится. Сейчас мы дальше через гребенку поклеим их еще. Уже можно работать гребенкой, она уже плоская. Скорее всего, попробуем через гребенку, не получится опять на липухи, на эти самые, на присос, чтобы лучше присасывалось, чтобы лучше прихватывалось. Ну, это хорошо, скорее всего. Оно сразу же, получается, выхватывает влагу из этой штукатурки, материал, и как бы оно туда ее как бы всасывает в стену, подсасывает туда. Ну, нормально. Наверное, так будет как-то работать. И мы пойдем это самое, в разбежку. Маленькие кусочки, но нам не хватало длины. Мы пойдем потом снизу кусочек, потом сверху, через слой. Тут вот так на самом деле получилось. А вот так. Миллиметр. Круто? Круто, круто. Я думал, хуже будет. Миллиметр прям разница, так что можно смело под гребенку делать, и будет как раз хорошо. Думаю, может где-то прогибание есть какое-то. Ну, ничего нигде не прогибается. Все нормально. Можно просто делать под гребеночку будет. Вон так делать просто. И будет клево, наверное. Теориями рассчитал, что 4 должно быть, рассчитывали туда, получилось вот так вообще. Маленький зазор. Нам бы тут сетку придется сдвигать, благо она еще ходит, вот эта верхняя на этом самом. Вот она еще чуть-чуть двигается. Можно ее убрать тогда. Придется убирать, чтобы было хоть тело там пожирнее. Чтобы было тело, чтобы оставалось. Ну, сюда придется заранее наносить перед этим самым. Вот это место придется заранее наносить перед самой протяжкой, чуть пораньше сделать, чтобы еще был живой гипс. Ну, вот сюда что-то добрать. Туда приклеивать бессмысленно что-то. Маленькая такая. Да его и как-то не зафиксируешь. Так, если это будет зафиксировано, получается, часть. Все сюда поймаем. Как бы и сетка будет еще. И, наверное, будет норм, если сетка пройдет. Чтобы прошла, надо вот это убирать. Придется убрать. Ну, ничего. Вот сняли. Вот такая получается приклеивание там внутри. Вот. Так она там внутри проклеилась бы. И те, которые там остаются, так и проклеиваются, в принципе. Наверное, норм. Но это то, что уже мы начинали клеить, оно уже прям хорошее. А это не очень. Это только что наклеивали. Ну да, придется чистить, и так и будем, значит, сюда тянуть на вот эту штуку. Ну чё, поехали этими самыми дальше. Дюбелями. Можно было, конечно, взять сюда арматуру сразу на цангу, например, и потом надевать эти листочки ГВЛ, и было бы, наверное, прикольнее. Можно было бы сейчас на данном этапе арматуру, просто чисто арматура. Ну, почему-то дюбеля. Пускай будет дюбеля тоже, наверное, неплохо. С одним моментом мы не используем перфоратор, чтобы ничего там не отшлепывалось. Оно реально крепко, оно уже очень крепко. Но все равно перфоратор сильно, И вот это сверло по камню, оно не сверлит ГВЛ, естественно, надо сверло по дереву. И тогда со сверлом по дереву становится хорошо, наверное. Вот.
Так что помаленьку, 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 и потом обеспылим и этим самым. Все обеспылим, уберем, и бетон-контактом еще намажем хорошо, и будет, наверное, хорошо. О, приходили тут, не дали нам потянуть, не давали нам тянуть. 1,5 часа тусовались чуваки, приходили, приносили какие-то дикие светильники сюда. Тут будет какой-то удивительный свет, да уж. И мы поняли, как нам надо сделать потолок, чтобы был прям так, ну, под тот цвет, который здесь будет. Мы увидели эти светильники, какие-то прям серьезные светильники. Ладно, возвращаемся к нашим протяжечкам. Это все высохло. Будьте. Ну ладно. Короче, есть у нас сеточки приготовлены, уже согнули сеточку, чтобы 2 сеточками обогнем сейчас. Что мы сделали? Сделали мы вот что. Сделали мы вот так. Мы сюда сделали накладку, чтобы в первый слой укладывать сетку вот сюда и набрать этот первый слой. Потом мы пройдем гребенкой, и пока он мокрый, мы наберем уже дальше. Накладка просто из фанерки, чтобы сделать тело. Чтобы не тянуть сразу гипсом, ну, я думаю, так будет нам, наверное, легче просто. Тут 5 миллиметров. 5 миллиметров дополнительных. Мы сделали, как бы внутрь ушли на 5 миллиметров, чтобы вторым слоем точно набрать сразу то, что нам нужно. То есть мы будем тянуть за 2 раза. Так, а что? Нет, не вышло у нас с гребенкой. Слишком много. 2 ведра, и мы еле-еле это самое. Еле-еле. Мы тянули штукатуркой раньше. Так вот, штукатуркой было проще такую массу набирать. Ну, потому что она дольше живет. Гипс меньше живет. Но плюс гипса в том, что мы можем сейчас сразу же пойти еще раз. Главное, вот тут не набралось. Вот тут должен был быть такой валик, и он не набрался. Ну, думаем, мы вообще сможем набрать. Потому что теперь у нас все проходит. Вот так где-то приблизительно получается. Вот чуть девалик, вот недоборы местами. И большие довольно. Ну ладно, сейчас насечку чуть-чуть, и можно дальше продолжать развлекаться. Такой спорт получается. Все такие мокрые, вспотели. Очень сильно вспотели. Ну что, пару миллиметров не попали поверху. И здесь мы не смогли ее вытянуть все равно. Мы не смогли ее идеально вытянуть, как на столе. Ну, придется ливкасить, что делать. Сюда попали идеально прям. Фронтально, да. Там пару миллиметров, но это можно будет все сыграть как-то, что-то подшкурить туда-сюда. Пару миллиметров, ни о чем. Плюс она еще будет сходиться с верхом, то есть там еще верх будет опускаться. А, и, кстати, что я смотрел, тут может быть чуть-чуть что-то по-другому. Хотя вроде бы попадали. Ну, вроде как. Но исполнения нет. Не получилось. Почему не получилось? Второй раз мы набирались с кислотой, и намного лучше и легче было. А первый раз мы попробовали самый большой крупный набор, без ничего, чистым гипсом, и мы обделались. Вот до такого состояния. Теперь придется что-то с этим делать. Форма есть, но 90%. А надо было, чтобы 95-99. Не получилось. Это не штукатурка, да, это очень быстро стынет. У нас есть всего 10-15 минут, чтобы поработать. И у нас нет такого какого-то серьезного опыта работы именно вот в таком формате. Именно по месту. Тут надо как-то по-другому. Опыт. Штукатуркой, да, штукатуркой проще. Мы делали штукатуркой, у нас получалась штукатурка, и штукатурка это выглядело намного эффективнее, потому что тянешь, у тебя есть полчаса, 40 минут, и у тебя за этих 40 минут ты можешь положить что-то туда-сюда, и как раз пока она привстает, ты можешь что-то подрезать, еще как-то работать. Здесь нет. Здесь этот чувак... камень. Он тебе не дает работать. Ладно, придется и помучиться чуть-чуть. Ой, что попробовал попробовали наливкасить, что-то это самое, подшпаклевать, все равно какой-то, короче, нет у меня хороших слов для того, чтобы это объяснить. Ладно, подождем нашего архитектора. Завтра он придет, он еще пока здесь. Спрошу его, может, даст мне позволение тянуть штукатуркой. Это будет веселее. Это будет не то, что веселее, это будет продуктивно и эффективно, потому что тяжело делать такую работу именно в так, ну, она же еще зажимает, она вот с двух сторон это все схватывает. Не знаю, штукатурка, если позволено будет нам такое сделать штукатуркой, то, естественно, так будет проще сделать. Потом как-то с этой разберемся, что-то переделаем ее как-то, может быть. Посмотрим. Ну, короче, такой неудачный такой момент. Давно у меня не было таких неудач, что-то я расстроился. Очень расстроился из-за неудачков.
Что, короче, рассказал я про это омерзение нашему архитектору. Говорю, давайте все-таки будем этим, что-то поупростим, сделаем штукатурку. Он говорит, да давайте делайте штукатурку. Так что будем здесь штукатурку делать. Мы прошлись, если под ту, там не грунтовали, здесь вот эти места, только накидывали, чтобы зацеп было, туда гипс чистый, он лучше, наверное. То здесь прогрунтовали и уже высох этот самый мультигрунт. Он желтенький такой. И вот так. И можно тогда, сейчас будем делать ротбандом. Ротбандом и сразу потом накроем шпаклевкой ротбанд финиш. Ну попробуем, там небольшой как бы. Небольшой объем и... А ну где она штука? Ну-ка. Вот такая штука. Небольшая, там было побольше, по-моему. Вот здесь было больше. Тут поменьше, вот, там, не знаю, 2 сантиметра. Это нормально, это немного. Это немного, и мы за раз чисто, за раз спокойно сможем сейчас, наверное, работать. Ну, попробуем. Мы так уже мы делали. Так мы делали, у нас так получалось. Попробуем сейчас. Ну, потому что гипс... Я хотел гипс, гипс был бы, он крепче сам по себе, чистый гипс, он крепче, и здесь есть идея оставлять какие-то там зеркала еще делать без покраски, то есть было бы идентично, белое. Сложно им, сложно поднимать вверх, и эта штука вот закусывает, когда он встает, то есть и на столе было бы проще, но на столе тогда была бы деталь пола, или как-то ее крепить сюда, не знаю, будем, короче, тянуть штукатуркой, потому что надо делать уже, прямо сейчас, и на эксперименты у нас времени нет, так-то можно было поиграться гипсом, там, неделю пытаться, сбивать, по новой делать, когда-нибудь сделаешь, но нет, будем делать штукатуркой. Сетку утопили, первым слоем прошли, все нормально, все еще, вот. Это не гипс, ребят, это не гипс. Это штукатурка, это удобно. Вот. Вот так. Сложно товарища снимать, он сам. Говорит, в кино, говорит, не хочу. Не хочу, говорит, в кино. Настолько легче, настолько проще делать. О, почти готово. Еще чуть-чуть подкинул и все. И вот как бы тело есть. Очень хорошо. Че? Тяга здорового человека, да? И это самое, тяга любителя гипса. Курильщика, говоришь? Нет, не курильщика. Адепта гипса. Тяга адепта гипса. На самом деле, если бы был бы постоянный опыт такой работы, это, может быть, было бы по-другому. Но нет. Это разовая работа довольно-таки, поэтому нет. Ну вот, это промежуточный этап. Видно, что это еще блестит хорошо, то есть это еще мягкое довольно-таки. И надо ждать, пока оно... Ну, это ротбанд, когда-нибудь в каком-то скором времени он уже прихватится, и надо поймать этот момент, и сразу мы его накроем шпаклевкой. И будет прям сразу готово. Полностью готово. А ну-ка, он так блестит. Во. Мягкое. Во. Полностью мягенькое еще. Ну, надо подождать какое-то время. Ну, так-то нормально. И вот я вижу отсюда, что мы четко все тут попали. А там надо будет, когда, я думаю, придется это самое, придется срубить просто верхний слой, как бы обрубить немного, дать этому высохнуть. Вот сегодня сейчас доделаем и займемся. Обрубим, и после этого, когда это полностью высохнет, уже можно будет погрунтовать хорошо. Надо будет чуть-чуть сместить. Мне не нравится. Тут мы как-то, видимо, чуть-чуть не попадаем. Надо будет чуть-чуть сместить вот так. Пару миллиметров перекрутить ее в бок, чтобы сюда как раз пару миллиметров, чтобы точно сойтись. А так-то она сходится. Ну, наверное, тоже будет какое-то чуть-чуть смещение, если мы там сместим. Ну, как-то так. Но здесь очень хорошо попали прям. Я вижу отсюда прям четко-четко. Надо будет что-то еще подумать. Ну, в целом, ход понятный. Так мы не оставим, это подрубим и переделаем. Будет тогда уже одинаково. Хорошо будет одинаково. Это не годится. Нет, не пойдет такое вот это. Так, пока еще оно вот такое все. Пока еще такое. Все, прошли, счистили. И сейчас кистью эту самую ротбанд финиш. Обычную ротбанд финиш. Вот это. Ротбанд финиш гипсовая, которая тонкая такая. Она такая тоненькая. И делали обычным ротбандом. Вот сейчас пока оно еще схватилось уже, но не сильно. Сейчас мы как раз ее примнем, вомнем туда и выгладим. Попробуем так сделать. Ротбанд финишем. Нежнейшей кистью, самой крутой кистью, которая у нас есть. Биороловские. Мне они нравятся. Они такие нежные, хорошие сметки.
И теперь нежно прокрасим их слегонца так. И вниз побольше туда, вот стартует, чтобы у него было что протащить сразу. И теперь вот так. И будет он, наверное, посмотрим. Вот, позадиралось, да? Задирочки получились. Ну ничего, сейчас они заполнятся этой шпаклевкой. Будет хорошо все. А, так. О, ливкас такой получается. Ну вот. Ну не скажешь, это идеально как со стола, потому что где-то там я видел наплыв какой-то, вот такое есть что-то. Но это уже вручную можно доработать. Это намного лучше, чем было там. И это вручную, я думаю, что может быть это высохнет, шкурнем это и может быть накроем еще типа какой-то, ну полимерной какой-то шпаклевочкой сверху пройдем, потом через грунт, через все это, чтобы стало беленькое, как новодел, как, ну ближе к гипсу, потому что это будет такое, оно будет чуть розоватое. Ну в целом вот, в целом деталь готова, намного проще, намного веселее, чем было у нас с той стороны. А там, я думаю, мы уже начали подрубать чуть-чуть ее. Надо будет подрубить, чтобы встал сюда шаблон полностью, чтобы проходил. Да, что-то надо срубить, но мясо останется, оно высохнет все полностью, и тогда можно будет сделать по подобию, как там. И тут будет слой небольшой вообще, это будет довольно просто, наверное. Ну ладно, посмотрим. Ну, в принципе, да, в принципе, ок. Это хорошо. Это хорошо. Со стола гипсовая была бы, конечно, чище, круче, но со стола не получалось, потому что здесь этот самый. Здесь надо, чтобы было крепкое, чтобы было не полое тут внутри. Что? Привет. Тут Ксения нам подсказала, если посмотреть сейчас на вот этот ромб, вот ромб внутри, вот этот плафон ромбовидный, то там видно отмел такой, синеватый, что-то остаток мела, где-то пылемел такой. Если вот здесь его фактически нет, то там он есть. И мы сейчас попробуем рецепт, который вот Ксения сказала, что мы попробуем его сделать. Пару капель масла, просто масло подсолнечное в воду. И вот водичкой просто протереть, помыть, а потом посмотрим на результат, чтобы убрать его полностью. И здесь готово, и здесь не будет покрытий. То есть попробовали свет, какие-то хитрые светильники поставили, архитектор посмотрел, наш архитектор, дизайнер говорит, это то, что я хотел, так пускай остается. Так что вот здесь считаем готово. Потом поднимемся повыше, посмотрим, как не готово, но это где-то позже будет. Это найдем удобное место. Но вот сейчас попробуем. Вот запомнили, где получилось. Высохнет и будет видно. Сработает ли это, вот чисто убрать отмел, этот, мелкую пыль вот эту. Фоткаешь? Штучку фоткает, следы рук своих. Тут пошли они заделывать колерованной смесью этот самый штрабу эту, которая была старая. Вон там видно что-то. А мы сейчас, давай я сейчас поднимусь, посмотрим. Так, смотрим сюда, потому что тут вот только что недавно промывали, это просохло. Вот, и видно, тут точно четко видно, что тут лучше. Но надо две воды. Надо одно ведерко и второе ведерко, и обе с маслом. Один раз пройтись, потом еще раз пройтись. И это надо сделать в плафонах, во всех плафонах, везде и по тягам. Но с другой стороны, тогда очень сильно пятнистые будут, наверное. Эти надо смотреть, протирать все. Вот здесь готово приблизительно вот так. Давай поднимемся, посмотрим вблизи. Ну вот так они колерованы. Тут у них свинюшник, конечно. У вас тут свинюшник? У нас нормально все тут. Вам тут творческий беспорядок. Это колерованные жижи, колерованные смеси. И вот где-то так это вот заделывается. Приблизительно так. Чтобы потом еще подшкурить и потом еще чуть подкрасить. А было это как-то вот так. Вот здесь заделано раз. И где-то еще я видел, вот заделанная трещина. Вот. Ну хорошо, в принципе снизу это вообще норм. Тут же все было в трещинах везде. Вон вблизи показываю. Там какие-то темное пятно, но то не наше темное, по-моему, пятно. Вот здесь, за моим пальцем. Здесь была разруха, здесь была общая такая большая трещина. Здесь вообще все белое было над этим. Над фризом, вот над этой как бы короной вот такой. Здесь все было белое, вот как там. То есть сначала заполнили смесью, обычной смесью. Просто заполнили, ну как бы, чтобы оставили там какой-то творческий миллиметр себе, там 2 миллиметра, чтобы потом вот так добирать. И вот такой добор получился. В принципе норм. Вот здесь тоже колеровано. Тоже колер. Ставили свет, какой-то мощные светильники, ставили сюда, пробовали, говорят то, что надо. То есть так
и будет, так и остается, скорее всего, без покрытия, потому что любое покрытие, которое мы нанесем, оно выявит сразу, как бы впитает вот это вот, наша заделка, она впитает там тот же лак, и будет сразу четко, жестко видно, как, ну, как будто мокрое, то есть будут такие темные пятна, поэтому оставим без покрытий, собственно, и везде так, скорее всего, будет. Да, может быть, там лучше было бы с покрытием, но тогда не будет эффекта, мы идем в сторону эффекта, тут будет кому убирать. Были тут, ходили разговоры, что ой, это будет собирать пыль. Это внутрянка, тут каких-то разительных перемен влажности не будет, тут будут кондиционеры, тут будут, там, не знаю, армия уборщиц каких-то тусоваться, очень много, и поэтому какой-то пыли, скорее всего, мы ну, как бы не беспокоимся об этом пока, на данном этапе. Наверное, можно было бы это чем-то залачить, покрыть что-то, чтобы там меньше пыль скапливалась, но она и так же будет скапливаться вот в таких рельефах. Вот здесь, то есть она будет тоже скапливаться, хоть там будет чего угодно. Типа долговечность, недолговечность, оно простояло под мелом простояло 130 лет. Без мела оно сколько-то еще простоит, я думаю, ничего тут не будет, такого прям серьезного. Иначе, если бы надо было сделать такую работу, чтобы покрыть чем-то, то надо было бы сюда вызывать художников. То есть должны были бы быть художники, которые бы заделывали с учетом покрытия лаком. То есть несколько тонов там светлее, чтобы потом, когда лаком покрыть, чтобы оно полностью выровнялось. Как бы, ну, приблизительно выровнялось. И тоже оно будет заметно, скорее всего, потому что лак он пропитывает. Он как бы сразу затемняет. Так что пока идея такая, мы не покрываем ничем. Просто вот как сделали, так и сделали. Обеспылили и оставили. А дальше посмотрим, тут еще пройдет какое-то время, и посмотрим, как это будет эксплуатироваться. Тут конец этого ремонта квартиры еще, я думаю, не очень-то близок. Можно будет посмотреть, перекинуть что-то туда-сюда. Может быть, там все, скорее всего, будет хорошо. Ну, такие мысли в данный момент. Ну, по крайней мере, мы выполняем указания архитектора-дизайнера, который у нас, собственно, главный здесь. Это хорошо, что не надо самим принимать решения. Ну, лично мне. Получается минус ответственность в чем-то, где-то. Ну, пускай будет так сказано, так сделать, так мы и сделаем. Главное, что всем понравилось, что там архитектор приехал, посмотрел и сказал, что да, я именно этого ожидал. Это получилось даже лучше, чем я ожидал, ну, с теми светильниками, которые будут. Тут будет именно тот эффект, который ему нужен. Так что вот. А ты что? Тут немножко работаю. Целеустремленно работает. Ну, слава богу. Слава богу. И да, нам надо вот сейчас там голоса, это тусуется прораб, и нам надо будет отдавать вот эту комнату, чтобы отдать ему полквартиры в финишные работы, потому что еще паркеты, камни, ой, тут много всего будет, но нам надо будет отдать эту комнату первую, то есть сделать ее полностью, завершить, чтобы они могли уже полквартиры забрать у нас полностью для действий. Кроме этих 4 комнат, здесь еще есть комнаты. Ну, просто там нет лепнины, и мы это не рассматриваем в этом видеоролике. А так-то им еще работы там, ну, обычного общестроя там еще очень много. Но в первую очередь надо отдать вот этот потолок, где у нас половина квартиры и одна эта комната, как бы, одно это помещение относится к половине квартиры. А вторая половина это, собственно, 3 оставшихся комнаты, где мы там будем заканчивать какие-то работы, пока они будут делать в этих. Ну, как-то так, как-то так. Так, что, подчистили мы эту колонну, не колонну, пилястру, не знаю, что это, короче, портальную часть, и переместили чуть-чуть направляющую, вот видно, насколько, камера так не видит, вот с пальцем увидит, на 3 миллиметра убрали, чтобы там четко вверху попасть. Надо сейчас точно прорубить, чтобы везде прошел шаблон, пока оно еще сыровато, немного такое, сырое, и потом высохнет, полностью высохнет, потом покроем грунтом, и уже будет норм. Будет как здесь. А здесь вот деталь получилась вот такая. Она уже подсохла немного, но не полностью. Все, осталось это все просто свести. Угу, вот так. Так, пока там мажутся, подмазываются, мы пойдем сюда. Тут будет веселее. Как веселее? Ну ладно, это тут понятно. Тут надо будет пройти, кое-что сделать. Но сам ход весь мыслей был таков. Изначально здесь хотели сделать чуть по-другому. Я покажу, как мы будем делать, а потом расскажу, как хотели сделать. Я не знаю, видно отсюда или нет. Там идет маленький такой багетик, тяга какая-то. Я сейчас поднимусь выше. Это мы делали примеры, как оно будет для этого самого, ну, для архитектора. Сейчас поднимусь. Вот так. То есть он нам дал размер от нижней полки отсюда
Вот тут, где зеленый, у меня руки нету, чтобы показать. Вот там, как в смысле нету, она просто, я держусь, стою сбоку на этом самом. Вот от этой зеленой точки, где зеленая линия, это низ старого карниза. Мы берем здесь 140 мм, 14. Вот так это будет выглядеть снизу. И ту плоскость, которая остается сверху, вот здесь, наверху, мы выравниваем по старому карнизу, а здесь идет по новой стене. То есть сам вот этот вот пойдет по новой стене, как бы багетик этот, тяга маленькая, а вот это будет старая стена. И нам надо будет здесь все, мы уже так делали в предыдущих комнатах, здесь еще не доходили. Здесь просто самая ровная комната, здесь очень мало выступает новая штукатурка, поэтому все мы будем срубать. Но тут не так-то много. Здесь придется что-то нарастить, но нам нужно выйти, тут будет какая-то хитрая система, потом я покажу, когда будет готово приблизительно. И нам надо вот этим вот маленьким, как бы, маленькой тягой, вот этим маленьким молдингом обойти полностью по всему периметру. И при этом мы не будем ориентироваться на горизонталь, вертикаль, тут не будет привязок. Нам нужно будет оставить это поле, чтобы было между багетиком и самим старым карнизом, чтобы оно было такого цвета штукатурки, вот как здесь. То есть нам нужно будет углубиться до нее, потом, может быть, перештукатурить еще раз, чтобы оно осталось такой, как будто бы это старая штукатурка, чтобы это отличалось от новой крашеной стены. И поэтому мы пойдем по кругу от углов. Будем брать от углов по 14, и дальше будем просто отбивочкой отбивать. То есть, чтобы было ровно, ну, от углов плюс-минус оно получится. Где-то уже, где-то вот так. По уровню, по лазеру мы его здесь не будем использовать, потому что разница будет какая-то колоссальная. И это не нужно. Цели такой не стоит. Главное, чтобы это была ровная, равномерная линия. По кругу на расстоянии 14 сантиметров. Вот так. Так, в этой комнате понятно как. Здесь все уже договорились с архитектором, как оно пойдет. Здесь у нас идет вот новые зеркала филенки, вот эти будут идти кое-где местами. И мы идем на там сантиметр ниже, чтобы они сошлись как-то. Тут все понятно. Все везде будет по одинаковому принципу делаться. То есть мы верхнюю часть над молдингом, который у нас пройдет, а мы тут не построили, в другом месте, значит, построили. Вы здесь, по-моему, построили. Вот он, маленький молдинг. Вот, я думаю, камера его видит. Вот он там. Вот здесь будет на такой высоте. Ну, тут так он, по-моему, он сколько-то сказал, я уже не помню. Это та высота, которая нужна нам здесь. В общем, помните, мы срубали вот там сверху, врубались в кирпич. И теперь надо так сделать, чтобы поверх этого молдинга вся эта плоскость была одинаково утоплена по старому карнизу, по старой стене, по уровню старой стены. То есть у нас получится картинка приблизительно такая. Буду рисовать здесь, поскольку здесь все разрисовано. У нас получается приблизительно такая картина. У нас идет, вот, скажем, какой-то рисунок. Ну, скажем, вот так. Это низ карниза. Дальше идет обрывок старой стены. Вот он. Продолжаем его на определенном расстоянии от него. У нас идет одинаковый молдинг. Вот он. Вот такой одинаковый молдинг. И это уровень, вот этот уровень, это старой стены всегда, а молдинг идет на уровне новой стены. Поэтому даже неправильно будет здесь нарисовано. Сейчас перерисую. Вот так, вот так. Вот она старая стена. Вот она старая стена. И вот так. И вот здесь где-то начинается наш молдинг. Вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так. И вот здесь новая стена. Приблизительно, это все так. Мы не знаем, где он у нас проходит здесь. Нам это не безразлично. У нас есть вот ровная новая стена. По ней ровный. По отбивке, не по уровню, а по отбивке относительно старого карниза проходит вот этот молдинг, который будет закрашиваться. И за ним там в невидимой зоне, потому что угол зрения отсюда, в невидимой зоне где-то проходит старая, как будто бы старая штукатурка. Вот здесь. Где она там проходит, нас не интересует. Мы отсеклись от нее полностью тем, что сделали такой бордюрчик. Получается такая логика. То есть так будет делаться везде. Здесь по уровню, вон там выставлено, по уровню вот здесь звукоизоляция проходит, здесь же, чтобы не трогать карниз, звукоизоляцию вытащили. Вот оно, вы видите вот этот срезанный край, вот его глубина там где-то около 8 сантиметров, наверное. Вот здесь, там видно, как бы там полочка. И здесь пойдет по этому уровню. Ну, получается, вот я обошел все комнаты, показал, как это есть. Вот здесь в углу, сейчас смонтировано, как оно должно будет быть, вот здесь. Вот оно.
Вот так должен пойти вот этот багетик. Это нам столько придется срубать вниз. Там бывает по сантиметру, по полтора выше, чтобы выровнять за ним по старой стене. Я потом покажу где-то, когда это будет производиться, такие работы, но я уже показывал в этом же ролике, по-моему, как мы вот врубались. Там видно, что там вот аж кирпич, до кирпича мы доходили где-то местами. То есть нам приходилось очень мощно здесь срубать, чтобы дойти до каких-то приемлемых уровней, до старой штукатурки. А по-моему, я этого не говорил. Я не помню, я снимаю этот ролик уже в течение, может быть, полугода. Я уже не помню, когда я начал его снимать. Сейчас я объясню, что он хотел изначально. Он хотел изначально вместо этого молдинга использовать алюминиевую полосу, чтобы была алюминиевая полоса, которая будет просто ровно отсекать стенку новую, лежать на ней, выступая на 15 миллиметров. Я сейчас покажу, где-то нарисую там. Она будет чуть-чуть выступать, типа она будет из алюминия. Типа мы новую стенку, новую покрашенную стенку от типа старой, которая за ней, там вторая плоскость, которая плоскость родного как бы карниза, типа мы отсекаем алюминием. И он говорил, это все, это европейские журналы, типа все писают кипятком от такого. Это хорошая, классная идея, но реализация ее заняла бы очень много времени и получилось бы не очень-то так, как-то так. Мы думали, как можно сделать, что можно и уголок где-то найти, то это, но у нас не одинаковая глубина везде. Поэтому это было сопряжено с большим геморроем, и мы не стали идти в эту сторону. Мы сознательно пошли в сторону немного упрощения через вот этот маленький молдинг, который будет. А должна была бы быть полоска. Сейчас покажу. Вместо него должна была быть просто полоска. То есть, грубо говоря, идет... Так, мне сложно через камеру, я так опущу, чтобы видеть глазами еще делаю. Так, например. Вот она, старая стена пошла, вот она пришла сюда. И вот где-то здесь начинается новая стена, ну пускай вот будет вот здесь. Это у нас новая стена пошла, вот она. А вот здесь должна была выступать на 15 миллиметров 3-миллиметровая полоса. Вот так. 3-миллиметровая полоса на 15 миллиметров. На вот столько, вот там где-то вверху, на 4 метрах. Вот такая вот штучка. И вот крепить ее сюда, сверху закрепить полоску, ее надо было бы резать вдоль, потому что там разные расстояния. Где-то и 2 сантиметра местами, а где-то там 5 миллиметров. То есть всадить ее туда, это было как-то трудоемко, и полоска, она же, вот полоса, она бы гнулась. А если бы брать сюда угольник какой-то, типа, чтобы это был угольничек какой-то, то вот этот угол, надо было бы очень хитро-мудро его пытаться вписать как-то, чтобы не разрезать эту штучку, поскольку вот это расстояние у нас всегда плавает. Новая стенка, она не относительно старого карниза, она сделана вообще никак. То есть она с ним не соотносится. Эта новая стена, она сделана просто сама по себе, как им было удобно. Всем было наплевать, мягко говоря, на то, что там происходит со старым карнизом. Никто об этом не думал. И поэтому это разные плоскости совершенно. И надо было выйти из этой ситуации. Надо было что-то покрасить, а что-то оставить старым. И поэтому мы пришли вот к такому решению. Вот оно. Это была первоначальная идея, которая нам выглядела как слишком трудоемкая, времязатратная и геморройная. Это менее геморройное, это нам понятно, это нам просто довольно таки вытянуть просто на столе вот этот вот как бы маленький молдинг и просто его поставить по краю. Как-то так. Можно было это объяснить, наверное, за 2 предложения, но я хочу раскрыть мысль полностью, что я не просто так сделал, просто потому что вот так вот сделано. Нет, этому предшествовало к этому, там, не знаю, многомесячная подготовка, будем делать, не будем делать, а если так, нет, решили сделать так. Так что и здесь будет так же. Вот так. Вот все, что касается вот этого перехода. Потому что самое больное место, перейти из стены, которая делалась просто сама по себе, просто наплевать на все, то есть она просто как-нибудь сделанная, перейти на старое кривое, это самый серьезный вопрос, самый такой, как сказать, непонятный. Это непонятно, как сделать так, чтобы получилось и красиво, чтобы это было и более-менее технологично, и вот со всех сторон хорошо. Это один из самых сложных вопросов, который встает, если вот есть изначально такая ситуация. Новая, кое-как сделанная просто сама по себе стенка и старая стена. Причем наш архитектор, который у нас здесь работает, да, архитектор-дизайнер, он живет в Европе. И он говорит, что
такого быть там в принципе не могло. Вот такой ситуации, он такой, как? Вот так вот типа, тут то есть сделана так штукатурка, просто он как-то не наблюдал, либо он не с самого начала был, он не руководил этой штукатурной работой. И он такой типа, как так? То есть они взяли и просто так вот наштукатурили кое-как? Как-то вот просто? Типа, по идее, они должны были старую, ну, как бы новую штукатурку провести по уровню старой. Либо привести ее в этот уровень. Но как бы они должны были исходить всегда, ну, как бы, как у них там делается, что всегда исходит из того, что старая приоритетная. Что старая плоскость, она в приоритете. Но здесь приоритет был просто сделать. Просто сделать как-нибудь, чтобы это было ровно. Ну, я думаю, это понятно. То есть никто не ставил здесь цели сделать вот как бы в соответствии или с каким-то отношением к старым плоскостям. Здесь сделано просто кое-как. И вот нам вот это вот кое-как, как то, что стоит само по себе, нам, получается, нужно как-то привести, связать с тем, что осталось старое. Вот мы так вот и будем связывать. Так, что, сделали мы отбивку тут. Первая линия нижняя, это нижний край вот этого молдинга. Так, мне тут придется между коленями держать угольник. Вот так он будет стоять здесь. Вот так он будет здесь находиться, он 2 сантиметра, и снизу это будет как-то так. За ним эта плоскость не должна быть белая, она должна быть вот такая, как эта штукатурка, приблизительно, может там подкрасить что-то. Но это потом. Самое главное, она должна быть шероховатая, то есть у нее должна быть как бы текстура такая, не такая, как здесь. Ой, у меня вывалился угольничек, между коленкой держал. Вот тут должен он пойти. Но чтобы это случилось, нам надо вот эту линию ровно отрезать и зарезать ее как бы внутрь. То есть мы уже такое делали, но мы делали просто, чтобы хоть сколько-то отойти, а здесь надо уже прям точно сделать. Вот так угольник, вот видно сколько там. Туда еще 3 миллиметра внутрь. То есть нам надо прорезать 4-5 миллиметра, сколько-то внутрь, и потом убрать этот слой, чтобы подойти своей как бы штукатуркой. Одним слоем, не вот этим всем, а одно из самых главных, это надо убрать вот эту вот полимерку отсюда. Где-то я тут находил в глубине что-то, вот, он коснул случайно кусок стенки, вот он. Я ковырнул ножом туда, там вот так, а ну-ка, видно что-то? Там 8 миллиметров, наверное. Это вот здесь надо будет вот на такую глубину пройтись. Получается, чтобы дойти, вот это, вот то, что там, вот это и есть стена. Вот это вот опускалась уже стена, полка, и стена опускалась вниз. И вот сейчас по всему периметру отрезаем. И потом приготавливаем к тому, чтобы потом вывести одну как бы вот эту плоскость. И над этой плоскостью будет вот такой вот молдинг. Он будет отсюда по вот этой новой стене. А что за ним происходит? А местами у нас есть такие места, где эта стена, она уходит внутрь. Как бы она глубже, чем нужный нам вот этот уровень. Вот этот уровень, она глубже, чем он. Получается, тогда этот уровень, сейчас я пальцем придержу, тут как-то вот. Не, мизинцем придержу как-то. Тогда эта стена старая в таком случае у нас будет приходить наверх, на него, вот сюда куда-то. Вот так. Но это будет безразлично, потому что снизу этого будет не видно. То есть это будут 2 развязанных плоскости, получается так. И да, этот чувак кривой, потому что его вытянули просто для примера. То есть здесь будет красивый молдинг, не вот это вот кое-что такое. Это просто для примера, чтобы типа вот нам дизайнер рисовал, типа вот, чтобы посмотреть, как это выглядело. Выглядеть должно, Нет, выглядеть должно, вот. И потом надо будет все это подштукатуривать. Перештукатурить по новой, одним красивым слоем. И вот это все коцки снизу, сейчас девочки не трогали их. Вон, кстати, вблизи, как они заделали. То есть здесь все было, не знаю какое, ну такое какое-то, приблизительно там с белым какое-то, вот что-то вот такое. Тут они тоже пытались, но это было сильно раньше, какой-то оранжевый цвет. А здесь они вот заделали. Вот я вижу заделку здесь, вот я вижу заделку какую-то вот светленькую здесь. Вот, трещины заделаны, то есть издали смотришь, как будто бы тут ничего особо не было. Вот такие вот заделки получились. Вот так, вот вблизи смотрим как бы на готовое. И вот он, отмел, здесь не мыли, а вот здесь подмыли. Просто протерли, можно еще, смотри, еще есть чуть-чуть, можно вот это вот убрать, смотри, пальцем убираю. Надо еще будет промывать, это мы чисто так попробовали, вот этот вот, пару капель масла в водичку добавлять, и вот так он чистит, хорошо счищает. Поднялся сюда, смотрю, вот сейчас пока, что трубу не заделывали,
сказал он все наши эти истории, я где-то там отправлял в Телеграм, по-моему, что хотели сделать такую круглую как бы гильзу из гипса, но архитектор ее отверг. Сказал, что ему это не нужно, что ему надо просто подойти к трубе. Просто подойти, чтобы она там, был какой-то у нее люфтец чуть-чуть и норм. Ну и тут, соответственно, ничего не восстанавливали пока. Вон оно такое обломанное все, носик отвалился. Но это все сделается, будет все одинаково, будет все так же. Потому что трубы, ничего с ними не делаем, подходим к ним ровно. Как бы, не делаем каких-то дополнительных движений. Так, пока они там возятся на розеточке, мы вспомнили про одну штучку такую, розеточную штучку. Эта штучка, это вот такое вот, как бы снизу висела такая штука у нее, не знаю, навершие, как это правильно назвать, и отсюда выходит крюк. Но теперь у нас, вот скажем, наоборот, там крюк торчит, теперь у нас все усугубляется тем, что там еще провод. То есть там уже у нас заведенный провод, и как бы надо этот провод обойти. Поэтому надо как-то вырезать, наверное, вот здесь, где уже выпил был, пропил, где был, вот здесь я хочу вырезать вот так, чтобы укладывать сюда провод, потому что вот здесь на крюке там шайба. Вот это вот место, это тут шайба такая. То есть надо обойти эту шайбу, выпустить это вот отсюда. Ну, либо отсюда, вот отсюда где-то, чтобы провод вытаскивать. Ну, даже не вытаскивать, чтобы он оттуда выходил. И еще, это же я разрезал, это цельная деталь была, надо ее будет и склеить, и еще параллельно сделать армировку. Вот здесь я сделаю армировку такую, вот здесь, где стык. Я сделаю штробы, скорее всего, и запущу туда парочку саморезов, вот таких. А вот так, папа, мама их сделаю, просто два самореза, если я вставлю вот так в штробу. Вот так вот. Будет очень хорошо, если это получится мне сделать вот в этой штробе. Думаю, получится. То есть две штробы, и вот туда входит два самореза, и так с другой стороны. Это будет очень крепко и хорошо. Ну и клей будет держать еще. Вот так. Сейчас с помощью реноватора, с помощью вот такой штуки, вот я такое выпилю. Вот. Это удобная штучка, она хорошо пилит, штукатурку гипс. Короче, вот так я сделал. Вот мне неудобно, я в одной камеру держу в руке, в второй я сжимаю просто. Я обрезал саморезы вот так, чтобы вставить их вот так. То есть это нормальная, хорошая арматура будет, вполне приличная, я считаю так. То есть, потому что два тут не получалось из-за того, что я покажу. Я с двух сторон там сделал такие зарезы, потому что одна сторона очень тонкая, вот она. Прям сюда головка бы не пролезла. Так что я считаю, по одному тоже будет норм. И я выпилил под провод, мы уже проверили, пролезает. Я выпилил, ну, как бы в цельной детали здесь. Потому что, опять же, потому что я хочу здесь сделать арматуру. Вот здесь, на стыках, две арматурки. И сюда не проходил бы провод. Если бы я делал на этом же стыке, вот здесь бы, вот так, вот здесь проводил бы провод. Нет, я не мог бы здесь его провести, чтобы сделать арматуру. А я хочу арматуру. Поэтому у меня провод выйдет отсюда, мы проверили, все работает. Так что так и будем делать. То есть соберем вот в таком виде, отсюда будет торчать провод, а здесь будут арматуры вот в штробах. Можно было, конечно, сделать микроштробку еще, такую маленькую штробку и проволокой завязать. Но у меня медной проволоки с собой нет, по-моему, нигде. Можно было бы микроштробочку такую, просто обвязать ее. Тоже было бы неплохо и потом замазать. Наверное, так. Но я уже так придумал, так сделаем, вот через саморез. Так тоже будет цельно. Главное, что она туда встанет, она свяжется, и там снизу эта шайба ей никуда не даст уйти. Там будет шайба, и будет все хорошо с ней. Ну, посадочный у нас вот так выглядит. Вот, понятно, что его нельзя прижать к крюку, потому что крюк тонкий, а тут как шайба идет уже. Вот так это выглядит. И отсюда идет провод. Вот он, то есть его никак по-другому. А максимально вот близко получается сюда прижать. И я изолентой его оберну еще вот здесь, в этой области, несколько раз. Вот здесь, где он может касаться, там металл, чтобы этого не происходило. Вот здесь пооборачиваю еще изолентой, и потом уже приклеим эту штуку. Ну вот, так она. Пока так. Я смотрю, что я заляпал там. Типа что-то почистил. Как-то. Пока так. Подсохнет, потом девочки ее дальше это самое подмажут еще. Вот туда арматурку дели. И пока мы ее ставили, мы ее намочили, чтобы ставить. И это самое. Мы приклеили, склеили по швам везде, и пока ставили, отломился кусочек, она мокрая была, и уже стала мокрая, и было не круто. Ну, вроде как все держится, вот я как бы, ну, не вырываю, так пошевеливаю, все нормально, все приклеилось вроде бы. Можно будет потом дополнительно еще отсюда вот аккуратно, под самым таким углом, потому что там пустота.
можно будет аккуратно сделать небольшую такую, засверлиться и там чуть под углом, и туда, там, например, спичку вставить туда и с другой стороны, и будет хорошо. Если вот отсюда, вот туда, вот под углом, и просто вставить спичку на раствор. И это будет держать, это никуда не уйдет, и оно вот уже связано вот так по кругу получается, и тут на этой шайбе оно и висит. Вот как-то так. Вот так оно было как-то придумано изначально. Вот эта штука. И да, они очень крутые, эти чуваки, которые так делали, потому что она у них была цельная деталь. Они ее туда смонтировали во время того, как надевали крюк. То есть они продели крюк сквозь нее, и потом там уже закрепили сверху перекрытие его. Ну, над перекрытием получается. Вот, так что поэтому она у них была такая цельная. Ну, нам пришлось ее разрезать, чтобы пропустить провод. Как-то так. Все продолжается. Надо еще колеровать. Но в целом, наверное, лучше, чем было. Саша вчера приклеил большой кусок. Огромный кусок. Мы его изъяли оттуда и загрунтовали, и потом обратно вернули. Сейчас пойду покажу. Дикие перфораторы не дают снимать. Она правильно все сделала. Меня не было вчера. Саша правильно сделала. Я говорил, подкрути. Сразу зафиксирую, потому что там пустота была за ним. Это был вот этот цельный кусок. Не знаю, как перфораторы там, но я не могу их остановить, этих чуваков. Короче, здесь будет явный перелом, потому что здесь одна, как бы линия, здесь вторая линия. Здесь будет явный специально оставленный перелом. Вон она. Кисточку за это самое не вытащить, надо будет аккуратно. Там. То есть по-другому здесь не сделать было. Мы пошли этот кусок, вернули его, он был какой-то изломлен, тут болтался. Мы его, заднюю часть ему почистили, погрунтовали несколько раз, и сюда его на гипс вот клеила она. О, круто. И вблизи это все, вот то, что девочки делают, соски сосут, вот эти вот, сосочка. Смотри, видишь, чем занимается? Папа показался. Ну, вот. То, что мы же там вблизи смотрели, вот я поднимался, по-моему, когда-то недавно показывал, как вблизи выглядит. А вот как оно выглядело до, приблизительно так вот это все выглядит в процессе. То есть это все утраты. Тут у нас где-то вот была где-то штробка прошла. В общем, вот так это выглядит вблизи. Очень некрасиво на данный момент, на данном этапе. Потом будет выглядеть лучше. Вот так. То есть вот этот кусок еще выпал был. Ну, тут видно, вот дикое смещение. Это вот что-то, видимо, там стенка так ушла. Тут проем. Что-то тут происходило, в общем. 130 лет. Все понятно. Вот этот кусок, который Саша тут вставляла. Вот он светленький. Потом это все подкрасится под это самое. Как-то заколируется и будет как будто бы старое. Ну, близко к этому. Пока так. Вот. Ну, видно, какое все. Прям в процессе. Все в таком рабочем процессе. Вот. А и тут излом. Вот тоже есть излом. Тоже будем его проявлять. То есть он останется. Мы его обработаем, и он останется. То есть мы, просто выявим его, покажем, что мы над ним работали руками, что мы тут что-то делали, и что это старое, что это реально одно там, а второе здесь. А раньше оно было одно, но сейчас оно уже не одно, это уже как бы дань историческому процессу какому-то. Это будет какой-то такой излом тут. И здесь он проходит как-то, и вот здесь он самый явный получается. Чтобы визуальная линия была ровная здесь, ну а здесь как оно идет. Вот. Что, очищаем эту полосу, вот линия, по которой здесь должен молдинг пройти. Ну вот так мы и везде будем делать. Вот начиная оттуда, прям и вот так, вот так и вот так. О, можно полюбоваться тут, готовеньким полюбоваться. Еще можно пройти, что-то подзамыть где-то что-то. Ну, в целом хорошо, вообще хорошо стало, классно. Ксении там развлекаются таким образом. Вон долепливают носик. Во. А мы тут вот так. Во. Надо полностью дойти до этого самого. Вот старая стена. Вот до этого уровня надо доходить везде. А тут эта плоскость, она просто сама по себе как-то. Поэтому тут вот так вот. Тут же отпилили мы этой самой болгарочкой. Прошлись, отпилили. Вот. По кругу. И теперь вот так вот. Все это надо отбить, потом это реноватором прожужжать вот это, чтобы создать зацеп. А пока я тут вот так.
Ну, типа так, чтобы, вот у меня есть тут какая-то дощечка специально для этого, чтобы потом, ну, тут мне неудобно показывать, где-то здесь можно посмотреть, чтобы здесь, потом вниз, вертикально у меня оставалось 2 миллиметра 3 на новую штукатурку, потому что это все надо будет восполнить штукатуркой и так и оставить. То есть не будет шпаклевки, ничего, это должен быть цвет и текстура штукатурки. И поэтому надо оставить здесь какой-то зазорец, вот здесь вот, как бы, чтобы был, вот, где поставил по старой стене, вот это уже спуск старой стены. Вот этот зазор в пару миллиметров, чтобы здесь пройти штукатурочкой. И так, чтобы оно осталось. Вот так. Ну, то есть приходится вот это все взбивать по кругу, под карнизом. Ну ладно, такое примыкание будет. И здесь молдинг должен быть. Мы прошли по низу, под карнизом все убрали. Везде все поубрали. И остается только это место. Здесь потом, как бы, здесь должны как-то отрезать еще, выбить что-то. Мы им сделали штрабу. Тем, кто это должен делать, это не мы это будем делать. А вот эта плоскость, это та плоскость, в которую нам надо попасть. И вот на этот маленький, на этот огрызочек нам нужно будет поставить свой маленький молдинг. Здесь скобы металлические какие-то, и мы их обошли. То есть из рейки сделали как бы одновременно, ну это опалубка, собственно. То есть это будет наш маяк вот сюда, вот так. Это будет работать. Чтобы здесь поштукатурить, чтобы здесь вывести ту же плоскость, которая внутри как бы идет. Ейная, евойная, евонная, правильно будет сказать, евонная, потому что евонная, карнизовая плоскость сюда пойдет. Вот, и тут она приблизительно сходится в один. То есть этот молдинг пойдет приблизительно на этой плоскости, так и пойдет. И у нас получается опалубка и маяк. То есть мы можем это штукатурить, но мы не будем это штукатурить, чтобы не прямиком в доску. У нас есть ГВЛ, и мы ГВЛ 2 листа сюда сможем смело положить, потому что 30 миллиметров. То есть 2 листа ГВЛ сюда закладываем, и потом уже сверху можно будет покрыть его там чем-то и уже заштукатурить. Так будет нам проще, чем штукатуриться прямо вот такую доску, что-то выдумывать там. Ну тут балка, ну не будем это делать. В общем, вот такую конструкцию на подкладочку сделали, и хорошо. И получим такую, как бы, свою плоскость, на которую потом сюда водрузим свой маленький молдинг. А потом ниже тут пойдет что-то другое у них. Так, что, сделали мы здесь эту же каемочку эту. Он все красивеет и красивеет. Ксении там красивое делают. Вот. Вчера еще все было белое, гадкое такое, сегодня уже получше. Ну, как будто нас с вами не было. Еще тут подкрасят вот этим штробочку эту гаденькую, и будет норм. Все норм. Сидит там в наушниках. Короче, что, как обычно. Все как обычно. Так, Саша тут чего? Залипает в телефоне. А она тут проходит это самое. Белизной там подмывает, что-то подкрашивает. Еще раз надо вот убрать, я вижу отсюда. И, наверное, камера видит вот эти. Чуть-чуть более белые трещины, надо это все снивелировать. Пришли мы тут отбивать дальше. Нам надо по этому уровню, здесь звукоизоляция, нам надо по этому уровню опустить также свой молдинг. Вот так. Вот так приходится делать. Вот сколько. Больше сантиметра надо, да. Там тоже весело. За печкой. Наверное, стил там у нас есть кое-что. Ну, короче, ну что, не круто, конечно, все это очищать, но что надо сделать, чтобы потом по новой выровнять вот по этому уровню. Вот это. Вот он. Вот эта полка еще местная, полка еще карнизная, вот под ней. Даже мало где сохранилась она. А здесь где-то она есть, вот она, под полкой. Это уровень стены. Надо сделать все штукатуркой, получается. Надо хорошо, ну, как бы подровнять, выровнять, и мы не можем оставить там очень тонкий слой везде. Нам надо, чтобы было куда штукатурки ложиться. А вот там эти чуваки зачем-то нам нашпаклевали. Сверху там зашпаклевано. То есть там была, наверное, зашпаклеванная стенка, а они потом еще раз
накладывали. Я уже не помню, как там было, свою звукоизоляцию эту. И там, скорее всего, мы просеем штукатурку, и прям сеянной штукатуркой прошпаклюем, предварительно погрунтовав типа чем-то пуцгрунт, таким, что-то такое, зацепом. Потому что счищать-то все там уже бессмысленно. Оно довольно крепкое и хорошо. И мы не будем штукатурить, мы прошпаклюем. Чисто для того, чтобы получить цвет штукатурки, как здесь. Но это я так пока думаю, это у меня такой план. А как оно пойдет дальше, Саша посоветуешь, посмотрим. Я думаю так, чтобы получить цвет такой же. Ну и текстуру, которая бы совпадала. Вот такой план пока. И так еще всю комнату надо долбить, получается, все. Отдалбывать вот это все вот. Да, здесь у нас 22 сантиметра где-то получается. Такое расстояние, вот это низ, вот этот низок, это и есть вот место для молдинга. Тут это низ молдинга будет. Маленького, 2-сантиметрового. Что хотел сказать, мы же, получается, только в одной комнате, где мы полностью с нуля делали, в 3 помещениях, которые у нас по левой стороне квартиры, мы уже везде, вот видно, где отошли были раньше. То есть мы же сейчас вот эту вот часть только сносим. Раньше мы расчистили, очистили все. И это классно. То есть сейчас, когда у нас там сроков как бы мало осталось, нам нужно быстро это сделать. У нас уже самое основное, это вот это вот все очистить от карниза. У нас же это сделано как бы. Нам остается просто вот эта грубая работа, она довольно быстрая, намного быстрее, чем то, что мы делали. И, ну, там надо было очень аккуратно и как бы так щепетильно. Тут можно более так, надо просто убрать вот эту разницу. Вот и все. Так что хорошо, что мы тогда это сделали, когда было время. Не помню, почему мы так сделали, но я помню, что какая-то логика была в том, что типа давай сейчас сделаем, чтобы потом было меньше. Мы же знали, что нам нужно будет сколько-то срезать, но непонятно было сколько. Ну вот теперь стало понятно сколько, и мы можем спокойно срезать. Самое главное, что самый основной блок, самый такой количественный, вот это все количество, вот там оно внизу лежит, там мешки эти будут мусора. Самое вот это количество, оно как бы нам понятно, что делать, и довольно быстро это идет все. Ну чего, получается, додолбили мы такие эту комнату, выдолбили туда, теперь остается только все нагрунтовать и заштукатурить. А тут уже девочки один угол подкрасили, там очень красиво на самом деле получилось, мне очень нравится. Там перфоратор на заднем фоне, ну ладно, не переползли уже в тот угол, а вот как получилось. Это еще не конечный результат, но где-то промежуточный. Тут не было. Тут заделка крупная, вот она. Я уже даже сам путаюсь где. Тут сплошь труба. В общем, вот так. Как будто там что-то темное, но это все еще в процессе, но вот самый крутой, конечно, угол. Во, получился как старый тоже, выбеленный. Такой же, белесый чуть-чуть. Угу. Молодцы. Цы-цы-цы. Молодчини. Угу. Угу. Очень хорошо. Очень. Ну еще что. Вот эта часть портала у нас подсохла. Гипсовая эта часть наша высохла, получается, вот это вот. И мы ее еще нагрунтовали, и потом вытянем когда-нибудь завтра, например. И будет такая же у нас соответствующая. Ну вот так. Блестит, правда? Это этот самый мультигрунт поблескивает. Ну ладно. Это классно получилось, прям классно. Да. Если бы я не знал, да я и так не могу отличить, в принципе, вот этот уголочек. Круто, очень круто. Ну что, потихоньку мы приближаемся, потихонечку, потихонечку. Саша уже почти все заштукатурила. Мы выбили же здесь это примыкание, и у нее получается где-то, ну то есть она идет по уровню старой, как бы старого карниза, старой стены, где-то за стенку, а где-то, я не вижу, а вот видно отсюда. Вот, наверное, видно отсюда, тут как бы эта плоскость выпирает. Тут либо вот так карниз идет, либо что-то со стеной. Ну, нас не рисует. То есть она продолжает вниз, всегда продолжает именно эту самую. Сейчас я поднимусь, покажу вблизи. Здравствуйте. Ждала меня тут? Ой-ой-ой. Вот так вот Саша тут все делает. О, наляпалась. И вот приблизительно вот так. То есть вот эта плоскость, я одной рукой показываю, снимаю. Вот эта плоскость, вот она как бы выходит за стену. Получается, стена, почему-то плоскость стены, не как бы, и эта плоскость, это разные плоскости. Поэтому мы это просто так и делаем, как оно должно быть. То есть приблизительно, вертикально опускается нужная нам плоскость старой стены. Она не соотносится никак с этой плоскостью. То есть, как они там, неважно. Если это выпирает, то она выпирает. Потом мы снизу замонтируем сюда
маленький молдинг, и потом опустим на него как бы вот эту вот стенку. У нас есть одно место, где вот такая вот старая стена над уровнем новой стены выходит на 1,5 сантиметра приблизительно. То есть как-то так. Старый карниз кривой, а эта стена типа довольно ровная. Ну, как-то так. И вот с той стороны Саша уже сделала. Она уже все практически обошла. Там осталось чуть-чуть только. И потом можно будет смонтировать сюда молдинг маленький. И как бы это и будет выполнение поставленной задачи. Вот так. Но пока это вот так как-то. А, давай вблизи посмотрим, как сделан. Что тут девочки наделали везде. Круто сделали. Классно сделали, все хорошо. Как будто так и было. О, вот так. Ну, осталось только вот эта штраба, но потом что-то вот там уже пробовали подкрашивать ее как-то. Уже как бы веселее там получилось. Вот там дальше мне рука, вот там, вот там уже лучше. А вот эти темные разводы, это темные полосы, как бы, вот они там, которые темные, это как бы исторические, это их подмазка, вот она. Такая она у них была сама, то есть это нам досталось такое. Подрезали еще, обошли болгарочкой, еще подрезали чуть-чуть. Это у нас помещение, все помещения уже подготовлены. Получается, под вот такую работу, под то, что Саша делает, под штукатуривание, вот это вот примыкание той плоскости. И здесь мы тоже сделали. Там я показывал как бы смежное помещение с большим. Вот здесь то же самое сделали везде. Везде мы приготовили, убрали лишнее, чтобы можно было подштукатурить плоскость старого карниза. Здесь вообще эти молодцы, они должны были здесь выйти ровно, нифига они не вышли ровно там. Они как бы почти на сантиметр вылезли, то есть это уже при мне было, я не знаю, как это, у меня слов нет вообще, ладно. Я просто к чему, мы сейчас с товарищем уйдем, наверное, на другой объект когда-то, и девочки тут останутся все доделать. Я буду так набегами, и что я там буду снимать или не буду снимать, я уже не знаю. Вытянули мы тут еще одну, по-моему, показывал, не показывал, все у нас есть эти тяги, там дальше будет веселее. Тут рассказывать бессмысленно, я потом покажу, что получится. Тут будут разноуровневые переходы, тут и там. Это будут два разных перехода через разные уровни на новую тягу со старой, которая утоплена, на новую накладную. Потом посмотрим результат. Так, ну, как бы понятно, как это будет делаться. Делаться будет руками. Так, сейчас пойдем тут посмотрим. Я показывал, говорил, что есть места, где плоскости будут очень сильно выступать. Вот это одно из мест, это единственное такое место, где плоскость новой стены получилась намного глубже, чем старая стена. Здесь мы обрубили просто шпаклевку. Вот так была у нас шпаклевка. То есть мы один раз же проходили, я уже показывал это где-то, наверное, в этом ролике. Мы проходили, не знали сколько, мы сколько-то отошли вниз. И здесь вот это такое место, это единственное место, где вот такое, вот столько выступает. То есть вот это на самом деле полка. 5 миллиметров, еще 5 миллиметров. Этот карниз, они когда-то, когда демонтировали, они его срезали прямо в полку. То есть стенка еще идет дальше. Это не стена, стена дальше. Тут надо будет стену придумывать самостоятельно. Я даже знаю, кто это будет делать. Это будет Саша делать, скорее всего. Потому что, ну, отсюда не видно, я туда не пойду уже. Короче, это не конец. За ним еще есть, как бы, стена, отдельный уровень. 5 миллиметров, вот так будет. И тут получается 1,5 сантиметра мы когда-то раньше мерили, тут промеряли все это, все эти комнаты, что происходит, где-то местами максимум был 1,5 сантиметра. То есть получается сантиметр надо будет наращивать сюда. То есть здесь будет молдинг, и этот сантиметр будет на нем лежать. Как-то так. Вот такое единственное место, чтобы это все нивелировать, как бы сгладить всю эту тему с этими разными уровнями. Вот для этого и будет этот молдинг работать. Вот. Получается, ну вот сейчас в таком это состоянии, то есть никаком. То есть оборвыши всякие, они когда-то срезали, кое-как наштукатурили, надо будет тут переделать немного. Ну ладно, слава богу, немного. Всего одна стенка получается, там всего там 6 метров где-то. Вот, я хотел показать это место, что вот есть такие места, где вот здесь пойдет прям, вот здесь, еще стенка. И это будет нависать над вот этой плоскостью, поскольку вот эта плоскость, шпаклевка строилась здесь по новой штукатурке, соответственно, она как бы вот вровень сюда выходит. А, вон нашел спатель, лежал у меня на туре. Вот так будет стена новая идти. Ну, я не могу ровно сюда прислонить, короче, вертикально вниз вот так. Приблизительно вот так будет. Вот столько там будет сзади. Угу. И так по всей этой стенке. То есть, если полка у меня вот там, как бы приблизительно миллиметров 5, и вот так пойдет стенка новая, вниз туда. Вот так.
Вот так она пойдет. И вот столько она будет, получается, нависать сюда. Карниз молдинг у нас 20 миллиметров, и его хватит полностью. То есть она не вылезет за него. Ну, как-то вот такое место. И мы об этом сейчас знаем. Когда это будет готово, никто об этом не догадается даже. Что здесь происходит, особенно с высоты, получается 4 метров. Это где-то 4, почти 4 метра высота сюда. Ну и шпаклевочку вот эту вот шпаклевочку, тут уже и это самое, есть стеклохолст какой-то, мы удаляем до такого состояния, чтобы лучше был зацеп просто, чтобы не штукатурить на вот эту вот, на шпаклевку, так будет не круто. Именно поэтому нам приходится все это удалять, чтобы, ну, как бы равномерное было основание, и чтобы это была штукатурка. Потому что придется наращивать сколько-то где-то, то лучше так обойти, лучше, чтобы все было нормально приготовлено, потом перегрунтовать пару раз все это нормально, и будет хорошо. Скорее всего так. Ну, такая мысль, так мы и делаем, в общем. Пока Саша тут заканчивает вот эту комнату, получается. Вот. Я же говорю, я завтра буквально, когда уйду с этого объекта, и когда я сюда приду, я буду приходить набегами сюда. Потому что мужской такой работы здесь остался только новодел. Там поставить, переставить, а все такое осталось женское. Женское, знаете такое? Он знаками там общается, знаками. Вот так получается в местах, где вот эта плоскость, вот эта плоскость, как бы с стены, и вот эти, они несовместимы были. Понятно, да? То есть это что-то другое, это лишнее, отдельное, но оно уже есть, нам досталось. Поэтому выглядит это приблизительно вот так. Где-то будет больше, где-то будет местами по 2 сантиметра, наверное, а где-то будет меньше, но вот так это работает. Потом это все почистится, вот это все подмоется туда-сюда, вот эта штукатурка высохнет, и ее не планируют красить, ничего не планируют делать. То есть она останется, максимум мы его, может, подшкурим ее, она останется как типа что-то отдельное от стены, которое уже будет краситься. И сюда вот пойдет молдинг. Вон там даже отбивочка есть. По этой отбивочке пойдет молдинг, и снизу он нам будет полностью закрывать все, что там происходит. Вот так. Он будет вот так нависать 2 сантиметрика. И будет вот так. И там будет та стенка, и полка это будет видна, получается, вот эта полочка. Она всегда будет видна снизу, а вот то, что происходит за молдингом, вот это вот расстояние есть, но там нет, этого уже видно не будет. Угол зрения оттуда, получается, вот так. Вот приблизительно все, что я хотел сказать, потому что когда я уже приду, я не знаю, что тут будет происходить. Но будет вот так, будет делаться везде по кругу в 4 помещениях. А одно уже Саша практически сделал. Вот. Я думал, что не подойду, а я подошел как раз вовремя. Саша вообще устроила очень круто. Она прям свела в цвет фактически все, что было. Она там размазывает, что-то намазывает. Короче, какие-то такие тонкости, в которые я даже не буду вникать. Но я приблизительно понял, а рассказывать об этом не буду. Это будет долго. Короче, она разные, там и светлые, я смотрю, и попала почти в цвет везде. То есть получилось круто с одним но. С одним но. Если я сюда отхожу, вот тут блеск есть, а там блеска нет. То есть есть ракурс, при котором блестит. А покрывать чем-то матовым, это пропитывать, наверное. Может быть, теоретически попробуем, может, дунуть из баллончика чем-то матовым, чуть-чуть, там, слегонца, чтобы убрать, не знаю что. Она акриловой краской такой жидко проходит. Но как это выглядит, вот здесь штраба, если что, вот она. Камера по-другому видит, чем глаз. Я глазом, если бы я о ней не знал, я бы не думал о ней даже. Но я знаю, я приблизительно вижу такую букву «Г». Но это еще не закончено. То есть я знаю о ней. Если бы я не знал, я бы не обратил даже внимания на нее. Поскольку вот эта штраба, вот она похожа вот на ту трещину. А та трещина, это старая трещина, которая была вот такая коричневая прям. Вот Саша еще не проходила. А там она их прям выравнивает, этот потолок. Это очень круто, это прям очень круто. Но, с одним но, пока вот виден этот блеск. И он, как бы, есть ракурс, при котором он виден. Если я смотрю отсюда, то все круто. Ну вот, как-то так. Ну, посмотрим дальше, посмотрим. Еще у нас есть время и возможности что-то попытаться, как-то что-то поделать, может быть. Правда. Правдонька, правдочка, правдонька. Вот такая реставрация у нас. Саша реставрирует. Там. Саша реставрирует. О, молодцы какие. Вот покрасила она еще. Вообще классно. Супер.
Хотя камера видит как зеленое пятно, глазами так не видно. Камера прям видит какую-то зелень тут. Нет, глаза так не видят. Это точно. Все, подготовка идет вовсю, подготовка к оштукатуриванию вот этого примыкания. Надо будет делать потолочки, завершать. Мы сейчас будем тянуть эти самые, подготавливаемся тянуть подложку под наши эти на 4 штуки она получается. На 4 маленьких молдинга. Подложечки сейчас будут. Этот потолочек фактически готов. Саша чуть-чуть, там маленькие штрихи. Маленькие штрихи. Она подкрашивает, что-то там поделать. Уже не первый день, она там неделю там подкрашивает. Но на самом деле я потом покажу, не буду сейчас. В общем, штукатурка это вся высохла, видно. Вот это вот, то, что доделывалось, такое серенькое. Вся наша задача поставить молдинг, и это будет готово. Вот так это выглядит сейчас. И с молдингом потом посмотрим, как это будет уже с готовым молдингом. Подготовка под это самое тифингрунт. Там сколько-то, 5-7 к 1 с водой. То есть 5 воды, 7 и 1 часть грунта для обеспыливания. Того, что мы рубили, все эти примыкания. Сначала этот чувак, и потом сверху вот этот, что это у нас такое, мультигрунт. Мультигрунт, который у нас желтый или какой-то, я не помню. Ну-ка, да, такой жижа. Чтобы хорошо там все подлипало, чтобы все хорошо там было. И будем все штукатурить, вот эти вот места по штукатуре. Ну, как будем, Сашей будем штукатурить, одной Сашей, наверное. Тут то же самое, все то же самое, все то же самое. Там Ксения катается, тоже там под это самое, подгрунтовывает. И надо еще чуть-чуть поработать с потолками. Мы находимся в преддверии заканчивания этого всего. Тут вот так получается у нас это самое, потрубили все, поубрали. Все прогрунтуется несколько раз, поштукатурится, молдинг, чуть-чуть работа на потолке. И на этом можно будет завершать этот основной этап. Ну, с финишем он, конечно, ну такой самый основной. Там наконец-то вскрыли, там закрывали этим самым, там на фасаде идут ремонтные работы, закрывали ОСБ, и теперь открыли, я смотрю, будут открывать окна, и мы наконец увидим в свете все это. Мы же не видели этого в дневном свете, вот так. Так что нас еще ждет тут много чего нового интересного. Хотя, казалось бы, все уже норм, но нет, не норм. Откроют, еще посмотрим, как оно будет. Так, тут важный момент, который, наверное, надо указать. Шаблоны точились кассетой, 4 штуки отдельно. Я не вижу, где они, но потом это будет понятно, где они были. Короче, они точились кассетой, и они могут быть чуть-чуть, полочки могут быть разные. Для того, чтобы попасть потом при монтаже, здесь на подложке уже есть засечка. То есть, что одна сторона обозначена. Мы так делаем, стараемся делать всегда. То есть, обозначили одну сторону, и потом ты можешь как бы детали совмещать по одной стороне. Значит, у тебя одна сторона. Это пойдет, например, сторона вверх. Невидимая сторона, тут будет какая-то засечка на детали, но вот эта сторона всегда будет одинаковая. Ну, как бы одна и та же, с одной толщиной. Так легче будет состыковывать их, попадать во время монтажа. Вот такие малыши, прям очень маленькие, 2 на 2 сантиметра. Вот такие. Вот такой у него профиль малюсенький. Вот они пойдут наверх. Вот так. Они очень-то они хотят с подложки это слезать, ну, как бы слезать, по чуть-чуть можно. Аккуратненько, если сделать, то хорошо. И за раз получается 20 метров нормально, в принципе. Вот еще разок протянули, считай, комнату всю и сделали. Ну, как бы деталей наделали. Еще поставить надо, они такие вот нежные. Макаронные. Что у вас тут происходит? Смотри, катите. Смотри, что делают. Понятно, все ясно. Я хотел поснимать, как она там гвоздем царапает. Но нет. У меня есть гвоздь. Она царапает гвоздем и создает текстуру. Я потом, может быть, поднимусь сюда и покажу. Но это... Ни камера этого не увидит, скорее всего, потому что это текстура песка, который затирался. Ну, может, сейчас. А тебе ездили поцарапать гвоздем, показать, что ты делаешь? Пока я тут. Цвета нет, он стрёмный. Стрёмно будет, цвета нет. Короче, задача попасть в текстуру, потому что их... А прикрою этой самой тряпочкой светильник, как было. Мне понравилось, как было. Вот такое же, как вот так. Вот такой будет здесь свет, если камера это видит. Но она видит желтым пятном как-то, по-моему. Я глазами вижу по-другому.
То есть это будет такой довольно теплый свет, и он будет довольно яркий. Яркий, теплый, ярче, чем это раза в 2. И теплый. И вот такой. Ну и вот, я не знаю, как это показать. Камера, вот я вижу, она тут кружок видит просто. Ну, будет приблизительно так. И эта штука очень круто выявляет текстуру. Потому что она будет бить отсюда, и прям будет бить вот так под углом, и текстуру именно потолка она проявляет. Поэтому все замазки, которые гладенькие, очень круто, наоборот, не круто, выглядят на фоне песка, который вот там, то есть затертые известью с песком, плоскость. И на этой плоскости какие-то замазки, мы делаем сейчас гипсовой, замазанной гипсовой смесью где-то, и они гладкие, и это не круто. Надо делать так, чтобы они похожи были на песок. Ну, хотя бы текстура, чтобы была такая, чтобы этот цвет, ну, не выявлял бы каких-то проплешин таких. Паркируется это все. Профиль. Нашли профиль тут. Вот, бороздка. То есть с другой стороны вот этого профиля такая же. То есть, ну, как бы, они, одна сторона у них помечена вот такой бороздкой. Получается, мы всегда можем ее ставить в одну сторону. Например, вверх. И всегда вверх ставим. Или вниз. И всегда вниз. Ну, как бы, понятно. То есть, чтобы отличить, они могут чуть-чуть не совпадать. А если они одинаковые, они делались в кассете 4 штуки за раз. И где-то вот это вот расстояние, оно может быть чуть-чуть другое. Там, полмиллиметра где-то разница, еще что-то. Как-то лучше вот делать так, чтобы всегда одна сторона была четко понятна при монтаже. Как бы, если есть возможность перекрутить и перепутать, надо, чтобы этой возможности не было. Надо ее избегать. Ну, как-то так. Пойдем, сейчас пойдем к ней. Я вот какая рука, я тянул тягу там. Сейчас полезем к ней. Не сделано. Не сделано еще? Ну вот, да, вот как бы реставрация гвоздем. Скажи, гвоздь. Это не гвоздь, это у тебя шуруп, это саморез. Ты это самое. Зачем придумал, что это? Сделала это, как это называется, короче. Придала истоки все. Надо было гвоздем прям взять на сотку какую-то. Не знаю, видно, не видно, она царапает. Потому что царапает? Чтобы что было? Вот, как бы реальная текстура. Вот она. Я не знаю, камерой видите или нет. Вот то, что мы делали как-то приблизительно. Это не соответствует тому, что здесь. Я не знаю, как камера видит. Может, камера вообще нифига не видит. Я вижу прекрасно. Вот это царапки. Это царапки от затирки. То есть они затирали, и вот получилось вот так. То есть они затирали известью с песком, как бы. Крайний верхний слой. И надо попасть нам, нашими заделками, которые, где они у нас вблизи хотя бы. Ну вот здесь где-то вот такая она получилась. Она какая-то такая рыхленькая, ну как бы не гладкая, но все равно. Хотелось бы попасть ближе вот к такому чему-то. То есть это их работа, это так оно исторически. И нам надо попасть в это, потому что тот цвет, который будет, он это видит. И нам глазами снизу, с 4,5 метров, нам это тоже прекрасно видно. То есть, что некие места вот получаются как проплешины, которые, ну как бы, наша работа, а надо, чтобы ее не видно было. Вот она вот царапает, что-то нацарапает, там, как-то расцарапывает и вот так. Не знаю еще. Посмотрим потом, как что получится, потому что они уже так делали и вроде как бы было ничего так. Ну вот видно гладко, вот заделка, да? Да, вот трещина была, вот заделка, вот она полностью гладкая. Она не должна такая быть, она должна быть приблизительно такая, потому что тот цвет, он будет жесткий, боковой, и как бы он это выявит. Вот это вот место он покажет, это будет, ну как бы, мы это видим, мы видим вот такую вот разницу, получается. Надо бы, чтобы и мы не видели, чтобы никто ее не видел, ни мы, ни они. Понятно? Ой, боже, измождение. У нас на улице 26, наверное, и нам тут... Вон, кстати, вот колерами с жижей зеленой. Чего зеленой жижей? Нормально? Ну все разжижили, там, смотри. Как зеленый надо. Назеленили все. Жижами зелеными. А на самом деле, вот, конечно, нормально. Конечно, классно. Вот так. Вот так оно получается. И чуть-чуть светлее потом сделают, и будет все хорошо. Будет это в одном как бы цвете. И тут вот надо будет подштукатуривать все это вот такое. И сюда уже пойдет наш маленький микромолдинг. Везде по кругу. А так-то вот. Жижа. Наномолдинг. А? Наномолдинг. Ну, учитывая то, что он хотел вместо этого молдинга тут пропускать, наш архитектор хотел, чтобы сюда торчал вот сантиметр какого-то алюминия. Ну, не знаю, это было бы нам сложно вот так реализовать, потому что толщины тут абсолютно разные. Вот приблизительно видна толщина
как, ну, как бы, это мы срубали сюда, врубались, чтобы дойти вот до сюда, до стены, где была историческая стена, то все было залеплено наглухо. Поэтому вот эти разные расстояния, это было бы очень нам сложно. Это можно было бы сделать, но мы отказались все вместе от этой идеи. То есть сделаем проще, сделаем здесь молдинг. И снизу это будет как бы нормально, ровно обрываться, получается. Ты уже уходишь? Да, я уже уходишь. Угу. Я что-то не поднимался, я увидел, как Саша сделал. Короче, вот так это будет работать. Вот такой маленький молдинг. Малюсенький, малюсенький, маленький. Вот он тут приклеенный. Мы, кстати, сейчас использовали, а то там 1000 раз кто-то там типа, ой, берите кульки, да кульками удобно. Да, вот на такие малыши, вот такие они, 2 сантиметра всего-навсего у нее. На такого малыша, вот кульком удобно, если вот Саша замотала его этим скотчем, и кульком аккуратно, чуть-чуть так линию накидываешь. Ну, в принципе, норм. Никакие пистолеты, это ну, кто хочет, пускай заморачивается, кулек норм. Постирал потом и все. И его хватит как нам на пол помещения, одного кулечка. Я хотел обратить внимание на текстуру. Саша круто сделала. Прям очень круто. Здесь будет покрашено, это вот все до сюда будет покрашено. Здесь она примажет тоже штукатуркой. Там ложбинка же получается, ее не должно быть. Она примажет и будет супер. Текстура, конечно, классная. Она тут и подмывала, и что-то еще делала, и что-то подшкуривала. И мне очень нравится. Она очень похожа на старую стену. То есть как бы как старая, как будто бы старая стена. Песком затертая, да? Есть такое ощущение? У меня есть. Это круто. Это круто. Мне кажется, это то, что хотел видеть архитектор здесь. Чтобы это было так. И так это и останется. Старая стена, типа старая стена, да? Сам карниз старый. И это разделение в виде вот такого вот молдинга. То есть это будет цвет стены до сюда. Ну, как-то так. И, кстати, я в хорошем месте нахожусь. Переломы. Круто. Девочки сделали переломы. Вот этого куска здесь не было, Саша его установила, подкрасили. И вот такой перелом во всех плоскостях. Вот так, супер. Мне очень нравится, как сделано. Так мы стараемся делать, когда есть несводимые переломы. То есть, чтобы была ровная линия, надо было что-то срубить. Где-то куда или туда. Это было невозможно здесь сделать, поэтому здесь сделано именно так. То есть, ровный, четкий обрыв, который показывает, что здесь была выполнена работа определенная. Это имело, как бы, некую аккумуляцию усилий, то есть здесь люди поработали, что-то сделали, чтобы показать, проявить историчность вот этой штуки. Здесь под нами проем, понятно, что в этом проеме что-то происходило, и здесь реальный старый естественный перелом. И вот они здесь его тоже проявили. У нас еще есть где-то такие места, но тут самое явное. Вот, разрыв, четкий разрыв. Это еще был, не вижу. Но вот самый такой, видимый отсюда. Очень круто, очень круто. Мне очень нравится. По-другому как сделать, я не знаю и не хочу даже думать об этом. Потому что что-то рубить здесь, ну как бы с основной мыслью оставить все как есть. Ну понятно, мы видели, как оно было и как оно стало, да? Вот старый угол. Ну, новый старый, это новый, его не было здесь. Вообще, вот этого куска вообще не было. Вот так это вблизи работает. Вот так. Снизу смотришь, если не знаешь, вообще незаметно. Они подбелили чуть-чуть, подкрасили и как бы вот так. Так что вот так оно и будет. Так мы сейчас по кругу все и будем монтажировать все эти штучки. Так, это самое хотел показать, ляпнулись, ну ладно, потом по сухому чистится. Что где-то местами, вот плоскость, на которой мы ставим, видно, наверное, да? Где-то местами выступает. А у нас будут комнаты, где очень сильно выступает, там есть такие места. И потом Саша тут сведет. То есть то, что там где-то относительно этой стены неровно, оно отсюда, с этой точки зрения будет абсолютно. Я смотрю глазами вот сейчас, как мы стоим приблизительно, ничего не будет заметно, где сходятся или не сходятся вот эти две разных развязанных плоскости. И тут, кстати, вопрос насчет этого самого, насчет того, что здесь будет полка. Типа, что вот пыль, пылесборник, да, ну, резонный вопрос. Ну, это все, во-первых, пылесборник, как сказал нам наш архитектор, да. Это все пылесборник, а эта полка, если тут будет пыль, тут будет кому убирать. Ну, в этой квартире точно будет кому убирать пыль с этой полочки. Так что мы не беспокоимся об этой пыли. Ну, ладно, что, это все действительно естественно, что это все пылесборник. Я вот приближаюсь к этому углу. Я хотел показать здесь тоже перелом. Это вот такой реальный исторический перелом. Видно, что туда что-то запал этот угол полностью. Он улетел на сантиметр. Я не вижу отсюда. Сантиметра на 2, наверное. Он укатился туда просто. Это все унесло, как бы, со временем. Хотя эта стена,
это кирпич, то есть это несущая стена. И туда ее как бы чуть-чуть увело что-то, либо карниз завалился чуть-чуть. И вот так вот оно и осталось. Вот там видно. Вот. Тоже это все такие вот большие переломы. Вот перелом сверху, вот он. Тоже такой большой. И это все остается как бы в таком виде, как оно нам досталось, оно все остается со своей историчностью. То есть, как оно вот есть. Иначе, чтобы вот этого всего не было, надо было бы все срубить здесь. Зачем-то. Зачем? Нам это не нужно было. Это не нужно никому здесь. Если кому-то хотелось бы здесь срубить, и у него стояла бы задача, он мог бы, но мы не стали так делать. То есть мы оставили все полностью, как оно и было. То есть как нам оно досталось. Конечно, оно в более разрушенном виде досталось, но мы вот подчеркнули эту историчность. Такими вот подобными ходами, действиями. Да, текстура, конечно, Саша молодца. Все специально она оставила задирки везде, как будто бы это вот реально песком затертое. Как будто бы это известковая затирка. На самом деле нет, это гипсовая штукатурка, МБшка, по-моему, обычно. Но она дает такой вот серый цвет, как будто это ободранные обои. Как будто ободрали обои, да, и это как будто историческая стена. И за этой линией, за этой плоскостью это все будет связано и классно. Так, там даже двери уже в ход пошли, я смотрю. Двери и гвозди. Саша это самое. Саша штукатурит пока. Вот так классно получается, ровненько, красивенько. А было вот так. Остановится вот так. И эту комнату мы, получается, сдали. Она как бы, ну пока в данный момент мы считаем, что это готово. Все, Саша отмазала эти самые, вон еще мокрые. Отмазала этот молник маленький. И все, стало нормально. Вот так это и будет. Это приблизительно так и будет в финише, поскольку здесь какой-то цвет такой будет тоже светлый. То есть здесь будут везде светлые стены, все двери светлые, все светлое. И только вот эта наша штука, она будет темная. Ну вот солнце там, ну тут пленка, ну на солнце это так. И даже ничего не блестит. Прекрасно, замечательно, очень и очень круто. Очень круто, замечательно, очень круто. Так, и этот проем, тут где мы делали, тут будет очень интересная штука. Потом, может быть, мне удастся показать, может быть, когда-нибудь. Тут будет кое-что. Вот в этой трапеции будет кое-что. А здесь, тут у нас архитектор такой еще парень. Здесь будет кое-что, а вот здесь вот эти вот расстояния, они разные. Тут на 10 сантиметров больше. И чтобы выровнять вот эту стену, он делает скос. То есть видно, вот так, под углом. То есть мы вышли своими тягами. Получается, вот наша тяга, она опустилась вниз, мы соблюдали толщину, ну все, собственно, мы вот этот наличник как бы и вытянули сюда. И отсюда нужно вот ту часть стены, она больше, и нужно вот эту часть стены нарастить. И он придумал ее нарастить вот так. Сюда угол и сюда угол. И вот я вижу, тут они уже нагрунтовали, ребята, они будут сюда как бы делать больше угол. Сколько там, 15 сантиметров уходить от вот этой прямой, то есть уйдет 15 сантиметров вот так. Весь проем будет как бы угол. У меня нет точки, у меня тут столы стоят везде, сидят кто-то. В общем, этот проем, он будет чуть-чуть так как бы, чуть-чуть угол небольшой. Это будет незаметно, центражи у нас сохраняются полностью. Самое главное, чтобы с той стороны получились одинаковые стенки, одинаковые вот эти вот стены. Вот они. И потом там будет кое-что, вот в этой всей зоне. Вот так, вот так, вот так. То есть вот эти стенки должны стать одинаковые. Когда смотришь отсюда, эта трапеция должна получиться правильная. Сейчас она неправильная за счет того, что эта часть больше. Она должна получиться правильно. И потом здесь будет элемент еще. Вот так, вот так, вот так. И оставляем эту половину квартиры, получается. У нас как бы туда же дальше идет еще квартира. Туда еще комнаты, комнаты. Я просто не показываю, но вам это не нужно. Там нет старой лепнины, ничего там нет. И мы, получается, отделяем половину квартиры, у нас 3 комнаты остаются в работе, мы будем поочередно двигаться, сдавать по одной комнате или как-то там так, отдавать просто дальше в работу малярам, чтобы они уже, ну, нас погнали. Нас гонят нас вперед. И вот эту комнату мы должны отдать следующую, получается. Ну вот такие движения у нас. Пока так. А чё? А вот и нет никаких трещин. Фактически нет. Камера может по-другому видеть. Она, наверное, видит вот здесь чуть-чуть и здесь. Но вот глаза так не видят. Я вот, например, больше вот там вижу. Там мы что-то экспериментировали лаком чуть-чуть когда-то, давно уже.
Может это может просто так. Но мы идем сейчас, мы не делаем финиш. Я что-то так подумали, поговорил с девочками. Они делают по кругу, делают от большего к меньшему. Убрали большее проявление. Вот здесь видно, чуть больше осталось. Убрали большее проявление, потом еще раз. Вот этот участок вообще очень крутой. То есть как будто бы здесь, ну, что-то видно, что там может какая-то трещинка была, что-то, или не была, или это кое-что. Вот это уже намного ближе к тому, что я бы хотел видеть, наверное. Это уже круто, это прям круто. Это очень хорошо. Теперь бы вчера тут эту зеленку какую-то понамазали, вот эту бы зеленку привести вот что-то такое в падуге, и было бы, наверное, круто вообще. Это было бы прям топчик. И все уже финишно, чуть-чуть финишно, точечно, где-то поработать именно это самое. Поработать именно где-то на каких-то таких проявлениях, ну вот типа пятнышко темное я вижу. Вот там вот камера видит более темное пятно вот здесь, где я пальцем тыкаю. А я глазами вижу при таком освещении, оно как бы таким ярким мне не кажется, но это камера, она видит по-другому. Где-то вот такая какая-то линия там есть, маленькая, темненькая. Вот я ее вижу, а камера не видит, вот прямо над турой вот здесь. Ну вот какие-то такие прям нюансы, остались нюансы, и эти нюансы надо доработать, получается. Так-то в целом очень хорошо, розетка супер органична, все вписано. Я вижу тут какой-то чуть бежевый, нормально. Скорее всего это хорошо и нормально даже. По падугам чуть-чуть поработать. И Саша вот уже поштукатурила. Сегодня нам нужно бы задача, сегодня маленький этот молдинг шлепнем, она уже потом все вместе подмажет где-то или подшкурит потом, когда уже будет. Все будет хорошо. Можно шлепать молдинг, наверное. Да, и у меня еще есть один маленький агрегатец, потом покажу. Все-таки мне сюда он нужен. Я покажу. Потом чуть позже. Готовенькая наша комнатка веселая. А тут Саша, смотри, что делает. А вот что она делает. Она сводит то, что мы вытянули со старым. Но это не конец еще. Тут еще будет кое-что другое. Но пока она вот эту там зияющую дыру закрыла полностью. И оттуда от деревянной балки, там где балка деревянная, она вставляла в пенку такую, вспененную штучку, чтобы разорвать эту линию. Потом мы обработаем. Сейчас уже нет симлайта. Вместо него есть ULF, Ultra Light Finish, как-то он 720 или чего, короче, тоже симиновская штука, типа симлайта, баночка, сейчас покажу. И ею потом отработаем это примыкание. О, смотри, как я заговорил, слышала? Она не слышала, она в наушниках. Отработаем примыкание. Я сказал, отработаем примыкание. Какой я стал, да? Работаем примыкание, да, говорит? Да уж, ULF, 0.45, ну, типа как-то вот тоже... Pro Series, там, что это, Смит, ну, я покупаю в Смите, да, ну, семиновская продукция, типа, или это Смит продукция, я не знаю, короче, это типа аналог Simlight, вот. Я не буду вскрывать, она не вскрывалась, мы еще не вскрывали, ну, она такая же, или вскрывали, ну-ка, да. Не вскрывали, не буду, она такая же, тоже легенькая пачка, она такая же, как это самое, как Simlight, вот, ею потом, там, шов 2-миллиметровый забьем, закинем, за раз, может, за 2 раза и будет хорошо все. И тогда там будет, если чего и произойдет, да, скорее всего, ничего не произойдет, там она как бы эластичная, она имеет эластичность, она специально для этого сделана. Так, а сейчас намечаются кадры особо страшные и ужасные, и просьба забрать маляров, особенно профессиональных маляров от экранов смартфонов, телевизоров там, и через что вы смотрите. Мы взяли лампу Лосева. Давайте посмотрим. А вот так это под лампой Лосева выглядит. Вот. Для чего мы ее взяли? Для чего мы взяли ее на этот потолок? Я специально за ней пошел, чтобы видеть текстуру. Поскольку у них их светильники, а здесь будут крутые, какие-то мега крутые светильники, музейные, которые очень круто работают с поверхностью, они не будут проявлять вот эту вот бугристость, и даже если будут, то это родной потолок. Мы ничего с ним не сделали, я еще поднимусь выше покажу. Мы как бы не трогали его, он такой и был, он такой весь, но нам нужно видеть текстуру. Потому что тот светильник, который здесь будет висеть, он будет пробивать, и мы будем... Ну, я точно видел, здесь приносили пример, я видел, как это работает. То есть текстура видна, то есть песчинки видны снизу. Получается, здесь 4,5, я до 2, то есть 2,5 метра от глаз. Ну, там, чуть меньше 2,5 метра. И песчинки видно. И вот, чтобы подработать чуть-чуть текстуру, надо, как бы, я посчитал нужным взять вот именно лампу Лосева. Вот такая поверхность под лампой Лосева. Что, страшно тебе? Нет, не очень страшно. На самом деле, губка, смотри, карточки. Тут губками они что-то делали. Короче, идея в чем?
Дело в том, что вот эта заделка, вот она хорошо видна. Мы, естественно, не будем ее выравнивать. Без этой лампы это работает классно, то есть это уже хорошо, мы уже проверяли это уже был светильник, который здесь будет рабочее освещение. Но вот это, здесь пробовали, они и гвоздем, там, и чем угодно, пробовали добиваться текстуры, и вот она родная текстура, вот он песок. Это родная, мы ничего здесь не делали. Да, здесь такая яма, и мы ее не трогаем. Это же родное, оно смотрится снизу как родное. То есть, а ну-ка убери. Понятно? А ничего тут нет. То есть все тут хорошо. А ну-ка обратно. Но песок, сами песчинки, сам рисунок, как они затирали, как у них двигалась как бы дощечка с песком. Вон камень, например, круто же, это камень, это реальный камень торчит прям в этой самой штукатурке, он должен здесь быть, потому что он здесь был. Как у них двигался инструмент, как они притирали вот и звездки с песком, так бы и нам нужно бы создать. У нас более плотный, мы заделывали чем-то там, штукатурка была, и гипс был, и что угодно здесь было. И поэтому вот девочки надрали, и вот здесь, наверное, норм. Вот это мне нравится норм, вот это круто. А вот есть места, где более гладко. Вот здесь, например. Вот здесь можно было бы чуть-чуть больше, как бы, я ногтем даже могу как-то процарапать. Вот чуть-чуть больше бы царапнуть, чуть-чуть, вот ближе к этому. И тогда снизу тот светильник, который там будет работать, этот светильник будет видеть более однородно, и это будет прям уже тонко. Это уже будет прям тонкая доводка. Ну, я так мыслю. Потому что можно было бы и так оставить, это уже норм. Нет, мы пойдем дальше и добьемся вот такой приблизительно текстуры. Вот это круто. Вот это как будто бы вот так вот все затерто. Вон видно полосы. Вот так это и работает. Для этого была взята лампа, она нужна на 2 комнаты. Но у нас логика такая, потом приедет через несколько месяцев, уже в самом конце приедет архитектор, он будет выстраивать свет, и вместе с ним, вместе с этим товарищем, мы еще раз просмотрим и что-то еще, может быть, подделаем. И чтобы нам не пришлось бы потом, когда здесь будет паркет, там какие-то дерево, дорогущие штуки, не пришлось бы здесь вот это делать, мы сделаем это сейчас. То есть проверим себя насчет текстуры, а вот гладко. Вот здесь можно жестче сделать, просто, жестче. И можно вот так себя проверять. Приставил, посмотрел, где чего, можно более жестче, можно содрать чуть-чуть лучше. Чем больше мы сейчас потратим на это усилие, тем круче это получится. Это будет прям вот так. Это такой проект эксклюзивный у нас, и нам нужно, хотелось бы сделать максимально хорошо. А вот родное, вот так оно родное было. Вот такое. А вот рядом с розеткой смотрим, и уже не то, да? Вот уже гладенькое. Потому что тут подмазывали, что-то то это. И если вот как бы создать такие, как будто бы песчинки, может, ближе к ним, такое что-то, будет круто, будет прям замечательно. И мы здесь поставили низ. Поставили этот молдинг. А ты хочешь подсветить? Да. Я не знаю, видно оно, не видно. Здесь уже поставлен молдинг, он подсохнет. Саша потом подшкурит штукатурку, что-то еще подделает, и это будет тоже комната. Еще одна готова. Вот. Так что вот. Маляра, наверное, да. Малярам, наверное, такое смотреть страшно. У нас цель стояла сохранить максимально старое. Вот оно все такое старое было. Как оно было, так оно и есть. Как оно сделано, так оно и есть. Так, на самом деле это вообще то, что вот это делается с этой лампой, это вообще невидимая тема, потому что, сейчас невидимая. Потом, под тем светом, который будет, это будет реально видно. Точно, я знаю, как это будет. Оно будет заметно, это точно будет заметно, поэтому вот так. Я смотрю, почти все доделано, почти так, как надо. Очень хорошо. Еще чуть-чуть. И не при этом свете. Тут свет просто такой рассеянный, чтобы был. При дневном свете надо смотреть, тогда будет прям видно, чего как. Попал на момент. И так не получается. Вон шаблончиком. Я как-то успела уже шаблончика, вижу, поднаточить. Вот. И восстанавливать старое. Тут будет очень интересный переход. Вот здесь с нового на старое. Вот здесь вот. Вот так. И она восстанавливает, там был оборвыш просто. Они стеной подошли туда, к старому, и все. И она сейчас восстанавливает, делает, как было старое полностью. Ну-ка, можно будет мне-то подлезть как-то? Самый ответственный момент. Извините.
Я хотел очень поснимать. Все оторвалось. Все оторвалось. Это я шатнул туру. Извините. Все, я больше не буду. Я думал, она закреплена. А больше уже не надо. Ну да, все сломал ей. Я очень хотел видео поснимать. Ну, что такого? Так, ждет еще чуть-чуть новодельчика этого подвигать, туда-сюда приклеить. А ты что, царапаешь там? А тут все доцарапывают с этими лампочками. Крутят. И вот это почти готово. Почти. Что? Места мало. Мало места. 30 или 40 квадратов комната. Мало места двоим тут. На самом деле хорошо. Я уже вижу там зеленую чуть полосу одну. И вот тут более светлое одно место. А так это уже все. Это финиш прям. То, как есть, это уже очень круто. То, как есть, это уже очень классно. Там прямо осталось пару тычков. Тык-тык-тык и готово будет. Чуть-чуть прям. Молдинг. Примазать надо, если Саша не примазывал. Этот молдинг, который был установлен. Все, высохла штукатурка. Осталось подшкурить и молдинг примазать. Вот такое получается оно снизу. Сейчас не особо видно, оно сливается, скорее всего. Но потом это будет в свете, и будет по-другому освещение, здесь будут светильники, и все будет работать совершенно по-другому. Ну, в принципе, все обретает черты готовности. Смотри, как подмазывает. Хомяка тапаешь, что ли? Нет. Вот так, хомяка. Тын-тын-тын-тын-тын. Ты хомячная, это самое, мы знаем. Я это стала делать до того, как стала... Да, говорит, с 15 лет, говорит. С 15 лет, говорит, хомяков тапаю. Нажимаю. Ладно, это все круто. Короче, Ксения подмазывает этот маленький молдинг. И что? Это можно счесть готовым. Вот так приблизительно оно останется. О, я смотрю, ты расшкурила, да? О, классно. Он был вообще зеленый. Этот картуш, она его чуть-чуть привела в состояние вот таких. То есть все, сейчас как бы получается детали, самая мелюзга, она незаметно будет абсолютно на камеру, это уже не важно. Саша пройдет потом, чуть-чуть еще подколирует что-то. Опять только начал снимать, там движухи какие-то. Так и остается. Это так и останется. Для меня лично, я смотрю, и ничего не выпирает нигде. То есть все как бы чуть-чуть видно, что там была где-то трещинка. Ну и ладно. Может, камера по-другому видит, но глаза видят очень слитно все. Сейчас все стало слитным. Абсолютно слитно. Так, как я бы хотел это видеть. Где-то Саша еще пройдется, там точечно, что-то там чуть-чуть может быть. Но на данный момент это остается именно таким. До самого момента установки светильников, это будет через полгода, наверное, я думаю. Когда-то приедет еще раз архитектор, будет тут настраивать свет, супер свет, и тогда можно будет уже что-то еще, возможно, подделать. Очень много, тут несколько дней ходили, текстуру проверяли с этой лампой Лосевой, вроде как сделали. То есть текстура теперь соответствует везде по потолку. Сейчас это будет незаметно, заметно будет потом под светом. Переходим сюда. У нас 3 помещения. 1, 2, 3. Осталось только 2, получается. Здесь потолки, здесь более готовый потолок, сам потолок. Тут чуть-чуть, может, что-нибудь там. Здесь надо будет еще поработать. Но, по крайней мере, мы начали отсюда. Тоже этот молдинг поверху, который проходит. Вот он установлен. Я сейчас поднимусь, покажу. Вот он. Вот этот маленький молдинг. И тут такое место, я говорил раньше и дошел сейчас сюда, чтобы показать, что здесь вот эта старая стена, она выпирает от новой стены. Давайте посмотрим, как это вблизи. Снизу это смотрится вот так. То есть, ну, как бы какая-то там стенка, да, напоминаю, она не будет колероваться, ничего не будет происходить. Она такая останется. Кроме того, что здесь низа, здесь полки не было, и здесь будет колероваться не сюда, вот в эту вот, как бы, они относятся к карнизу, вот отсюда. Вот полочка, это все будет еще обрабатываться. Оно везде, мы везде обрабатываем эти примыкания. Я просто этого не показываю, каждое наше телодвижение, но мы так делали везде. То есть и это тоже, ну, как бы достойная такая часть работы, потому что надо все отшкурить, колеровать, еще что-то, еще подмазать и так далее. Но этого очень много. Все периметры, там 150-200 метров, я не знаю, я даже не думаю об этом. В общем, так это выглядит снизу, а вот на самом деле таковым оно является. Вот. То есть здесь получается, я что-то говорил раньше 1,5 сантиметра, и хотя, может быть, Саша, когда штукатурила, она, может быть, подзавалила плоскость, но здесь, ну вот, 7-8 миллиметров я вижу. То есть здесь эта плоскость, она выходит. Но выглядит это вот так. То есть, а никак. То есть, таким образом мы, получается, нивелировали вот эту разницу, которую когда-то создали штукатуры. Мы ее убрали визуально, ее нет.
И мы сейчас, когда пришли, это же был самый первый потолок, который мы серьезный сделали. Ну, как бы вот до такого состояния самый первый был потолок, который мы сделали в этой квартире. И пошли дальше уже там потом в это коричневые. И вот возвращаясь сюда, так, сейчас разверну на себя. Возвращаясь сюда, я раньше, по-моему, говорил где-то в роликах и не раз говорил, что самое сложное это сделать старое. Новое сделать это просто ни о чем. Не сделать новое, ровное, покрасить, вот это все, это очень просто. А сделать старое намного сложнее, намного сложнее. И то, как у нас получилось это, мне, в принципе, очень нравится. То есть это, если бы я не знал, что здесь происходило, то можно было бы сказать, что мы, в принципе, это почищено от покрытий. Собственно, такая была цель. Такой нужен был результат, и он такой и есть. Как будто бы это почищено от покрытий, как будто бы здесь были обои когда-то или еще что-то. Как будто бы это старая штукатурка, как будто бы. Но это на этапе ремонта мы знаем, что там происходит. Но когда это все встанет в нормальный интерьер, когда покрасятся стены, когда здесь будет правильный свет, то вот это понимание, оно уйдет абсолютно. Это будет как будто бы все, как будто бы почищено, и как будто бы вот такое оно досталось, как будто бы. Но потом вот это вот понимание, оно уйдет. И будет как, да, такое и было, оно такое и было. Собственно, вот такой вот и нужен был результат. И это очень сложно. Оказалось, что это действительно, ну, самое сложное, это сделать старое. Сделать его естественным, живым, чтобы и намека не было на какое-то новое что-то, на какой-то новодел. Живое, настоящее, старое, и какие-то еще слова можно употребить, там, воодушевленное. То есть оно имеет за собой, есть цена, есть ценность, да? Вот это ценность. А вот этот маленький молдинг здесь, у него есть цена, а у этого есть ценность. Вот такое какое-то понимание, и это сложно. А вот это очень просто. Какое-то такое понимание. Переползли сюда, в эту комнатку. Саша тут сняли валютки эти. И Саша тут это самое. Нам надо добавить чуть-чуть старого наличника. Налепливать. Я не успел, там было такое кое-что. Там было смешнее. Ну ладно, она, короче, добавляет сюда, как добавляла на том, на большом десятипорте, так и на маленьком добавляет сюда. Чуть надо добавить по замыслу нашего архитектора-дизайнера. Потом в конце покажу, как что получится. Промежуточно не буду. Ну, тут она что-то наращивает, что-то убирает. И тут она, например, будет чуть убирать вверх. Вон там есть где надпись, вот там она будет чуть поднимать. Вот это вот старое поднимать, чтобы снизу новым подойти. А тут вообще-то все готово, почти что. Осталось Саше пробежать, чуть-чуть какие-то точечно, что-то там одной рукой, что-то как-то чуть-чуть. Самое правильное будет сказать чуть-чуть. Уже ничего не меняю. Вот так оно остается. Вот так оно остается. Приблизительно в дневном свете это выглядит так. Ничего не выпирает, все убрали то, что выпирало. То, что где-то там как-то было слишком активное. Все стало однообразно, таким пятнистым, старым. Как будто бы это, ну, кто-то, наверное, трогал, а может быть и нет. Вот такая была, скорее всего, ну, у меня, по крайней мере, такая идея была. Это, возможно, кто-то трогал после того, как почистил. Оно точно старое, это почищено. Может, кто-то что-то и делал, да вроде какие-то там где-то трещинки. А вот это мы уберем, этого не будет. Вот где-то что-то, может быть, какие-то разводики. Может, кто-то трогал, а может и нет. И вот на этом будет, как говорится, зыждется вся вот эта вот, даже другими словами, на этом предположении, что так оно должно быть, что так мы все правильно друг друга с архитектором понимаем, на этом предположении строится вся эта колоссальная работа с какими-то экспериментами, с какими-то колерами, с какими-то уж очень такими тонкими штуками типа текстуры, которые вообще сейчас незаметны. Наконец-то пригодилось художественное образование, смотри. У тебя там как это, палитра? Я не знаю этих слов. Смотри, подкрашивать кисточкой прям, прямиком кисточкой подкрашивает. Потом еще растирать будет как-то, и вот. Саша, короче, идет, она и в той комнате, где коричневый такой слой был, да, и здесь, и скорее всего так и будет она и везде идти, потому что девочки уже пошли тут по периметру, и потом дальше. И так она будет везде идти, и одной своей рукой все вот, особенно плафоны, все обрабатывать. Ну, подсматривать где-то что-то, может где-то чуть-чуть, что-то подколеровывать, тонировать и так далее. Так, а что? Тут пошли уже интересные вещи. С той стороны здесь было
вот так, где-то шла это самая перегородка. Вот видно серое пятно возле розетки, вот серое такое пятно, это видно, штукатурка замазана. Вот там такое же серое пятно. Вот там, где я показывал пальцем, прямо под руками у Ксении, вот там. И вот они его раскрасили уже прям нормально, по-художественному. И оно стало вот таким. Вот здесь, ровно где идет там проводочек, вот здесь поднималась такая же серая штучка. Теперь она не серая, теперь она полностью сходна с карнизом. Это круто, это очень круто. То есть как будто бы ничего там не было. На самом деле там заштукатурено так же, как и там, с той стороны. Вот это крутяк. Но уже нечего делать после этого. Ну, на этом потолке уже такое не понадобится. Вот такое же все серое было. Вот такое же было там. Теперь все пятнистое и классное. Замечательно. И потолок весь высветился, все выбелилось само. Само. Как классно. Супер получилось, замечательно. И вот тут чуть-чуть они еще подделывают, еще чуть-чуть там темное где-то точечки, это все уберется и станет приблизительно вот таким. Вот такое бы и нам и нужно. То есть, чтобы все стало однородным. Причем они полностью его не перекрашивают, не тонируют всю плоскость, весь плафон, а только точечно. Там, где трещины, там, где пятна. Какие-то пятна именно возле трещин. Тут получается все более слитно, и на том, что они выходят все дальше и дальше, удаляются от разрухи, уже какая-то мелочь начинает там проглядывать, самая такая мелюзга. И это нужно заделать. И таким образом в конце это тоже будет готово. Мне определенно это нравится, это классно получилось. Очень классно. Так, а вчера я скидывал весь футаж, то, что наснимал, и я заметил, что стабилизатор, встроенный стабилизатор в камеру. Я снимаю, я говорил, не говорил, я снимаю на экшн-камеру, и там есть стабилизатор встроенный, и он, короче, слетел у меня. Почему-то где-то я что-то, видимо, натыкал когда-то, там случайно где-то что-то изменилось, и поэтому прошлые кадры вы видели, наверное, несколько минут, там не было стабилизации. Ну, переснимать я, естественно, это все не буду, потому что, ну, как бы поезд ушел, уже те процессы не вернуть. Ну, было, наверное, немного неприятно. Извините. Теперь дальше будет со стабилизатором, все как обычно, все нормально. То есть я шевелю камеру, вот, я двигаюсь, и все хорошо. То есть она как бы отыгрывает, кропает, там, не знаю, умные слова, в общем. Ладно, мы тут подштукатуриваем. Нам же осталась одна комната подштукатурить. Сейчас покажу. Нет, не покажу. Я хотел сказать, что для многих слово штукатурка, типа пойти поштукатурить. Штукатурить, значит, берешь лопату или ковш и такой шлеп, а потом берешь палку какую-то там, пускай алюминиевую палку, и такие, и у тебя все, поштукатурить, это штукатур. Нет, правильно в нашем случае говорить, что, наверное, будет так правильно сказать, что мы выполняем поставленную задачу с помощью штукатурного раствора. Вот сейчас покажу, как мы выполняем вот поставленную задачу с помощью штукатурного раствора. Это у нас осталась крайняя комната, где вот это вот примыкание, новая стенка, старый карниз. Здесь мы прочистили же все грунтовано у нас, и Саша уже тут часть вчера сделала, и сегодня мы вдвоем, сегодня суббота, и мы одни, кто самые стройные, хотел сказать. Самые старые, да, мы самые старые, самые ездовые, короче, лошади, мы пришли в субботу. Да, мотивированные, самые старые, самые мотивированные по понятным причинам. В общем, мы пришли в субботу, и Саша говорит, я вчера за целый день, говорит, вот это самое, одной неудобно, туда-сюда, подняться, вернуться, вообще неудобно. А сейчас мы быстренько, как бы намного быстрее, конечно, я помогаю, и как бы Саша делает основную работу. Что делать? С помощью штукатурного раствора выполняет поставленные задачи. О, шаблончик мне показывает, я хотел показать. Потому что кажется, что ты просто шлеп-шлеп. Нет, не шлеп-шлеп, она шаблончиком подделывает. И так она делала везде, подделывать все нельзя. Пойдем сейчас. Исходник, показываю сразу исходник. Тут нету, видно, вот оборвана полка, ее нет. Там даже не полка, там, по-моему, валик. Его не существует здесь вообще. И так много где. Вот он, вот здесь он проглядывает чуть-чуть. Много где его просто не было. И обычно, для нас уже теперь обычно, Саша шаблончиком, получается, она замазывает, запачкает вот эту вот часть, как бы карниза, которая, в принципе, она же, ну, как бы нам бы и не хотелось пачкать, но так нужно сделать, иначе мы не получим рисунок, не получим архитектурные обломы, собственно, то, что нам нужно получить. Мы не получим валики, полки и так далее. И вот, и оп, вот так. Саша аккуратно восстанавливает, не за раз, а за несколько раз. И потом
это все после полного высыхания, это все подшкурится, и уже дальше будет как бы чуть-чуть тонироваться, колероваться. О, кстати, я же показывал там что-то на мигающей камере, как вблизи стало. Вот вблизи, как Ксении тут тонировали новую штукатурку. Здесь были пятна новой штукатурки, как вот здесь. Вот это вот место, и они вот здесь также тонировали. Это не старое, это новое. Вот это новый блок, и вот это новый блок штукатурки. Они тут как-то вот очень аккуратно, технично затонировали. То есть, ну, прям вот это вот не художественная роспись, ну, такое некое, как это правильно назвать? Тонировка. Тонировка. Ну, крутая тонировка. Очень хорошая. И снизу, отсюда мы видим разницу чуть-чуть. А снизу эта разница незаметна. Снизу оно как бы очень слитно все. Потому что здесь реально старое, а здесь как бы состаренное. Но снизу это как бы норм. И вот, Саша, вот. Я хотел поснимать, как это делается на самом деле. То есть у нас, я не помню, 150 или 200 метров вот таких вот примыканий. И вот таким образом все и делалось. А, не все. В этой коричневой комнате там так не делалось, скорее всего. Но много где, чтобы полностью создать вот этот вот разрушенный, получается, местами сильно разрушенный. Вот я веду рукой. Вот здесь обрыв, вот здесь был. Валик здесь существует старый. Но так как здесь покоцано и порвано все, разорвано прям местами вот так. То есть помним, да, здесь было вот так вот заштукатурено прям. Вот этой новой штукатуркой прям вот до сюда доходила. До этого валика и обнимала его даже штукатурка, приблизительно как у меня вот здесь сейчас. И мы это вырезали, убрали, почистили, расчистили, и местами у нас, получается, где-то вот такое вот осталось место. И вот выравнивание уже. Он сначала подвисает, провисает немного, но потом раз за разом. Что это у нас? МПшка, да? Это у нас МП, ею хорошо работает, МП-75, она длительно позволяет работать. Она позволяет Саше вернуться назад, вот туда, где сейчас мокренько, влажненько, еще подработать и создать текстуру, натереть ее. Губкой там она или чем делает, пенопластиком каким-то, еще чем-то. Потому что на выходе у нее получается гладко, вот так, то есть это гладь. А нам гладь не нужна. Она потом ее создает, я уже показывал, текстура получается, как будто бы здесь содрали обои какие-то. То есть такая песчаная текстура, очень классная, очень классная. И она нам вообще сейчас не работает и незаметно, но потом, когда встанут вот сюда жирные светильники, это будет прям пушка. И потолок, то, что они днями тут ходили с этой лампой Лосевой, все царапали, доцарапывали, чтобы получить ту текстуру, которая нам сейчас вообще непонятна, незаметна. Но под тем светом это будет прям такой, я не знаю как что. Вот как если смотришь этих самых... Какой-нибудь, я там, например, канал «Французский повар» Шеф Вивьен, может кто-то смотрит из зрителей, да, как он завершает, как он декорирует блюда, да, вот свои там капельки, какие-то четкие, точечные капельки, которые превращают блюдо прям в что-то уже такое декоративное, какое-то такое в произведение. И вот эти вот маленькие штрихи, которые сейчас вообще незаметны, и потом они даже непосвященному, может, будут тоже незаметны под светом, но мы-то знаем о них. И это будет создавать всю общую картину старого потолка, который уже таковым, естественно, мы же знаем, не является. Потому что вот она трещина. Вот, кстати, отсюда, может быть, даже видно будет, смотрите, нацарапано. Может быть, камера даже видит, что здесь поцарапано, а поцарапано здесь супер классно, потому что как будто песчинки вот так. Все супер. И это заделанная трещина. Здесь была жирная трещина, она была не раз тут тонирована, колерована по-разному, по-всякому, не получалось, не получалось, и теперь вот так. И даже вблизи я показываю, прям вблизи, и мы не видим особой разницы. А здесь было заделано. Это классно, это прям супер. А вот Саша, пока я тут трещотку включил, Саша уже вон что создает. Собственно, выполняет поставленную задачу с помощью штукатурного раствора. Уронил кусочек. Ну и вот, пожалуйста. Потом подравнивает, потом вот так. О, как раз посмотрим, что она делает. И потом она еще пойдет, может, я и не забуду сейчас, и когда она будет делать, она меня позовет, и мы посмотрим, как она создает текстуру. Или не посмотрим. Но если покажет. Вот. Потому что текстура, я считаю, очень важна. Прям это тонко, это очень тонко. Мы же могли так оставить как-то, пошкурить просто это все. Не-не-не. Прям, чтобы было прям четко. Я считаю это важным. Такие маленькие штрихи, потому что мы уже на финише. Это уже финиш. Это уже финиш. И вот такие тонкие маленькие штрихи, которые вот прям дадут
как это, принцип Паретто, да, 80 на 20, 80% усилий, 20% результата, и наоборот, 20% усилий, 80% результата. Ну, как-то так там. В общем, что вот эти вот, казалось бы, такие вот серьезные усилия по созданию этих текстур, по созданию вот такой вот плотного полотна, единого полотна, размытого такого, без участия там каких-то трещин, что это все имеет очень важное значение. Не первоочередное. Первоочередное это было убрать аварийность. А вот какое-то серьезное, большое, весомое значение оно имеет. Ну, по моему мнению, так. Так, ну что я говорил, что Саша сейчас это самое. Она уже подстала чуть-чуть, шкатулочка. И она чуть подравнивает ее еще. Увлажнила и подровняла чуть. И уже там остатки, я так понимаю, уже будут пошкуриваться дальше будут. Ну, вот там так получилось. Вчера она делала, вот так это выглядит. То есть его подшкурить и будет норм. Я пришел специально посмотреть, как она это самое текстурочку создает, потому что тут никакой текстурочки нет. Подравниваю сначала. Ну, давай посмотрим. Это прям этот самый. Мы уже показываем то, чего не надо было показывать, да? Да никто так заморачиваться не будет. Тогда ладно, тогда можно показывать. Если никто так не будет делать, то тогда показывать можно. Конкурентное преимущество выдаем наше, как вот можно делать. Ха-ха. На самом деле, какое конкурентное преимущество? Это любой этот самый. Любой кто-то, кто декоративкой там занимается, такие вещи делает. Но мы не занимаемся декоративками. Вот так. О, кстати, смотри, какая тут полка будет жирная. Тут будет маленький этот, молоденький, там полка в сантиметр. Вот это столько нарастили сюда, получается слой такой жирный. Толстый, 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 не жирный, толстый слой. Ну, много, больше сантиметра даже. Ну, и как раз вот это встанет и не видно будет. И потом, ну да, там будет чуть пыль, но потом это будет кому убирать. Не надо об этом думать. Есть задача, мы ее делаем. Вот так. Теперь ровно, 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 но слишком гладко. Да. Надо, чтобы суше было. Надо, чтобы суше было. Но я не буду, у меня не будет возможности потом поснимать, но приблизительно вот так. Как-то так. И потом это все подшкурится, всякие торчашки, да? Ну, это не то, потому что... Ну, приблизительно. Я не так А, нет, делаю. мне нравится уже. Ну, вот так где-то приблизительно происходит. Ну, как где, откуда будет видно. А да, я с той стороны встану, покажу. Ты не делай тогда. Если тебе рано еще, ты не делай. А вот такое. Я думаю, камера это видит. Вот такое создается, просто ей сейчас мокро, она говорит. Ну да, тут еще слишком мокро. Но я уже пока руки, чтобы делать и сделать, поснимать и все, и как бы заниматься дальше делами. И вот так вот потихоньку она создает такую текстуру. И такая текстура будет везде потом. Правда, чуть подшкуренная. Вот так. И что делать? Что здесь? Шкурю. Шкурю. А это последние штрихи получается. Вон она здесь, мы же видели, да, как это самое, как это работало. Когда Саша работала шаблоном здесь и подзапачкала чуть-чуть низ карниза, да. И вот Ксения проходит подшкуривать, вот он выглядит вот так. Снизу теперь она протирает потом влажной тряпочкой, чтобы было так чистенько, пыли, чтобы не было, обеспыливать все. И вот где не прошкурено, вот видно, светлый низ полностью, и вот как прошкурено. Теперь остается только чуть-чуть подтонировать там что-то, и это может будет считать готовым. А, ну да, и появились сюда уже молнии поставили, уже их подмазали, надо будет чуть шкурнуть, и как бы и вот, и вот, и вот, и вот. Вот так это выглядит. И вот здесь, где не пошкурено, еще раз. То есть здесь где много работы было именно снизу шаблончиков. Вот так. А с этой стороны там совсем этого валика не было. Там все оборвано было. Обломок был оборванный. Вот. Тут много, да, тут много шкурит. Я смотрю, с той стороны нормально. Вот. Чистенько там получилось уже. Ну и с этой стороны сейчас тоже. Чуть-чуть еще. Убрать это, то что понамазано было этим шаблоном, и будет хорошо, будет тогда так же, как и там. Ну вот там сейчас помыло, видно, что оно чуть-чуть так более такое темное, но оно потом высохнет и будет норм. Как и там все будет, вот так будет. Видишь, что делать?
Она, короче, в руку, и мне это напоминает, у Сорокина был персонаж, ну, может, и не у Сорокина, он откуда-то взял. Там он писал что-то, какое-то произведение, он расцарапал ладонь, макал в нее перо и писал своей кровью. Вот. А она рисует с ладони. Пойдем посмотрим, что она рисует. На самом деле она круто рисует. Она тонирует низа. Подшкурила все, обклеила скотчем. И теперь вот этот, только валики, вот самый низ, где чуть-чуть зашли штукатуркой, она их тонирует. Одна, сама, одна. Пойдем. В гости к тебе пойдем. В гостечки пойдем к тебе. Вот, чего тут. У меня все хорошо. У нее все хорошо, с ней все хорошо. Потому что вот так получается, как-то так получается, вот это вот все такое получается. Она потом еще раз тонирует, еще и светлым, и темным, и любым. А было все приблизительно вот так. То есть это здесь же новая штукатурка, где-то местами шаблоном делалось, потом это пошкурилось, и теперь надо обратно привести вот приблизительно вот в такое что-то цветовое, такое пятнистое. И вот Ксения это и делает. Делает вот так валик. То есть он сам таким не получается, потому что сам он был такой, местами. В большинстве своем в этой комнате он такой. То есть он сделан заново полностью штукатуркой. А здесь он затонированный. Вот там, вот там, вот там, вот там, вот там и везде. И везде, и везде, и везде. Так что вот, как-то так это и делается. Само. Ну, в моем случае само, я это не делаю. В моем случае оно само вот так делается, вот так получается. Снизу выглядит абсолютно однородно, как будто бы это и то, это одно и то же. Поскольку она сначала, так понимаю, темные мазки делает, потом дальше таким чем-то перекрывает чуть светлее, и оно получается один в один, как вот здесь. А здесь оно такое темное, потому что, скорее всего, здесь был изначально, может, какой-то колер, типа охра, что-то такое. То есть здесь, может быть, было просто меловая побелка, а здесь с каким-то там колером. Чуть-чуть там что-то въелось в этот в гипсовую накрывку. Ну вот, классно? Классно. Красиво. Очень красиво. Не быстро. Оно не должно быть быстро, потому что вот так это делается. Тынц, 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 тынц. Многократными проходами. Но было вот так. А будет все вот приблизительно как-то вот так, наверное. И снизу это будет выглядеть, как будто бы здесь никто ничего не трогал. Как будто бы оно такое почему-то так и было сразу. Изначально. И да, кстати, надо будет вот, Ксения, смотри. Это надо будет подмыть чем-то. Желтая? Да. Может быть, даже белизной. Наверное. Потому что местами повыходила желтизна, где заделывали. Все еще, они же не проходили, все не промывали, не прочищали, поэтому надо будет просмотреть. Хотя хорошо, что я поднялся и увидел. Вот такие места есть чуть-чуть. Надо будет чуть белизной. Тыц-тыц, и все. И будет хорошо. А, ну и чтобы сюда на вот эту вот текстурированную, дикотекстурную штукатурку не заляпать. Вот. Ксения тут все обклеила. И это классно. Замечательно. Все, уходите. Ну и ладно, пожалуйста, до свидания. Угу, угу. Ну что, последнее, не последнее, крайнее слово на этом объекте. Ура! Мы просто сейчас грузились и переносились и очень устали. Покажи свой уставший вид. Нет, ты слишком красива для уставшего. Ваше тут крайнее слово здесь. Ваше крайнее слово здесь. У меня нет крайнего. Что ты можешь сказать по поводу всего этого Это объекта? был пик моей карьеры. Можно заканчивать. Я пошла на пенсию. До свидания. Ясно. А это где тетя одна? Ты что скеришься тут? Ну, что ты можешь сказать по поводу всего происходившего? Я могу сказать, что это было очень много всего. Все? Все. Все. Больше мне сказать нечего. Понятно. Чем я скажу свое мнение, сначала посмотрим все, что мы здесь сделали. А мы здесь сделали. Ну, по крайней мере, на данный момент так. Потом подъедет дизайнер когда-нибудь, наш архитектор, он что-то посмотрит там туда-сюда, что-то где-то мы подкрасим чуть-чуть, что-то, может быть, поменяем, но в целом это можно счесть готовым. Пойдем смотреть. Без света, тут, по-моему, свет везде выключен, и слава богу, пускай без света хорошо будет. Этот потолок получается. Вот такой. Потом посмотрим, что здесь будет. Здесь должно быть кое-что прям в этом месте, но смотрим, что получилось. Получилось слитно, получилось классно. Получилось, кто помнит, скорее всего, я не заморочусь тем, чтобы вставлять, как было. Ну, в самом начале ролика этого или прошлого, или каких-то роликов можно найти, как это было. Это было совершенно не так, это было все разломано, разрушено. Тут были какие-то штробы дикие.
Здесь отсутствовали куски фриза, здесь была когда-то следы старой стенки, теперь ничего нет, теперь как будто бы, опять же, возвращаясь к идее, к цели, как будто бы здесь вот так вот почистилось, вот такое вот старенькое оно досталось этому помещению. Вот такое, оно как будто старое, но очень-очень такое слитное, и как будто бы оно и вот такое все цельное и классное. Наверное, такая где-то мысль. Ну, что это нельзя назвать, что это каким-то образом хотя бы выглядит как хоть что-то аварийное. Нет, это все полностью обработано, мы не знаем, что это обработано. Это как будто бы так оно вот такое пришло, такое вот досталось, такое счастье досталось вот такое. Угу. Вот эта комната. Так, пойдем в следующую комнату. Я думаю, понятно, какой-то результат, что тут видно. Тут у нас молдинг прошел, там будет кое-что снизу. Но это будет потом. И взглянем еще раз полностью. Камера, естественно, ничего не показывает. Здесь 9 наверное, на 6. Вот так. Или на 5,5, что-то такое, метров. Это все огромное. На самом деле это огромное. Получается, мы были там, сейчас пришли, ну, как бы сбоку это гостиная. Естественно, это гостиная огромная. Мы пришли вот в эту комнату, на эти потолки. Все полностью слитно, все читаемо, все классно. Причем камера, я вижу, как камера смотрит. Глаза мои не видят такой разницы, вот, что здесь так светло, а здесь темно. Не-не-не. Здесь все связано. Здесь все прям очень хорошо и сильно связано. Ну вот здесь хорошо видно, поскольку там солнечный свет туда какой-то отбивается. Вот так здесь. Вот так здесь все сделано. То же самое ощущение, как будто бы здесь ничего не происходило, как будто бы здесь это в таком виде и досталось собственникам. Старый такой потолок. Даже непонятно, может, он не был расчищен. Ну, скорее всего, он был от чего-то расчищен, но так он выглядит сейчас. Где-то, может, и угадываются какие-то следы там трещин, чего-то, но как бы они не выпирают. Все слито, все слилось полностью. Вот так. И отсюда еще посмотрим разок. Угу. И вот так. Вот такое помещение С. Здесь больше 40 квадратных метров, тоже по стенке здесь 9. И здесь, наверное, думаю, здесь тоже, наверное, метров 5 будет. Вот так. Большие карпуши. Пойдем в сторону гостиной. И еще одну сторону, где у нас готовая была розетка. Кстати, был ролик про эту розетку, как мы чего делали, как мы ее сюда водрузили, откуда мы ее взяли. И этот ролик, сейчас ссылка у вас появится прямо здесь, где-то вверху. Прямо сейчас. Угу. Вот так получился этот потолок, который из 2 потолков состоит, но об этом сейчас судить сложно. Но он реально из 2, потому что здесь раньше была такая огромная, как бы, ну, след был, вот там разрывы полностью были, и здесь был, ну, естественно, здесь был перестенок когда-то, что превращало в коммунальную квартиру. Это восстановленная планировка, и, да, тут место гордости Ксении должно быть, как она здесь заколеровала вообще вот эту новую штукатурку, которую, ну, как бы, глазами я ее не вижу, что она тут есть, а она тут есть, но этого блока не было здесь вообще. С той стороны также. Вот так. Получилось все слитно, полностью слитно. Розетка как бы вот внутри, она там есть, видно, что она новая. И вокруг такой как бы светлый потолочек. Без трещинок, без чего такого. Ну, следов их не заметно. Вот так. И вот так. И еще отсюда посмотрим. Вот так. Выглядит, конечно, ну так. Серьезно это выглядит. Особенно учитывая, сколько и чего сюда было затрачено времени. Это выглядит, ну, тому, кто не знает этого, естественно, придет такой: ой, как красиво у вас тут. Да, красиво. Вот так. Да, тут вот так красиво. Сейчас пойдем сюда, еще отсюда посмотрим с уголка, как оно. Вот так тоже. Тут тоже размерчики, тоже 9, тоже, наверное, 6. Даже, я думаю, больше, чем 6 метров. Вот такое большое помещение. Везде высота 4,5 и больше. Ну что, теперь супер гостиная, огромное помещение. Здесь 60 квадратных метров, может быть даже больше, чем 60.
Я когда снимал в самом начале, я говорил, тут 9 метров, мне не верили, типа, что вот такая высота 4,50, вот так смотрится на, ну, как бы, на вот этом расстоянии в 9 метров. И тут, по-моему, 7, наверное, будет 9 на 7, что-то такое, приблизительно так. Вот так все здесь выполнено. Потолок, прежде чем потолок, посмотрим, чего мы сделали внизу, потому что я говорил потом. Это старый десюдепорт. Старый десюдепорт, он нам достался вот без этой валюты. Здесь ничего не было. Он оставался здесь совершенно один. Нам достался, он был какой-то там зеленая какая-то водомиссионка была, еще что-то, ну, не суть. Вот это было. Идея дизайнера заключалась в том, чтобы сделать ему несимметричную копию. Вот она. Он использовал элементы, мы использовали элементы как будто старых зеркал, которые вот здесь у нас, здесь будет печка, потом ее забрали на реставрацию и вернут обратно. И она была поставлена после всего. То есть здесь штукатурка, стены были. Когда-то это было сделано позже, чем все заштукатурилось. Ну, понятное дело, я уже это показывал где-то. То есть, что вот оно такое, и когда-то здесь потом примастырили сюда печку, как бы пришлепнули ее. Сейчас ее забрали и потом обратно вернули. Это металлическое, там, ну, не суть. В общем, мы сделали такую кое-что, как будто копия. То есть это обрезанные зеркала, они такие короткие, маленькие, по 40 сантиметров там. Здесь полноценное зеркало получается, филенка. Вот. Старый десюдепорт и полностью новый десюдепорт, который, в принципе, повторяет только вот очертания здесь, где будет дверь. Когда добавится дверь, еще добавится, накинется сюда еще больше геометрии. Я надеюсь, что хотелось бы попасть, когда здесь появится. Здесь должно быть еще много чего интересного, ну, связано с деревянным каким-то чем-то. Но это будет потом когда-нибудь. Получается, когда мы смотрим, вот мы вошли, мы смотрим, мы видим два несимметричных десюдепорта. Несимметричные тем, что там есть зеркала какие-то, вот эти филеночки чуть-чуть, а здесь их нет. И здесь полностью новый, а здесь старый. И это старое, оно отрезано от нового, тем, что у нас новая валюта, получается вот это полностью новое. Этот кусочек валюты, он деколирован, он как будто старый, но он не старый. Глаза мои не видят разницы. Он как будто старый, но мы знаем, этот кусок новый, полностью низ. И здесь везде отсечка, здесь везде отсечено. Я не знаю камеры, как вам показать. Здесь есть новое, короче, новое нигде не соприкасается с старым. Вон там выше валюты, то же самое. Вот здесь, вот. Я подниму повыше. Вот так. То есть новое будет светлое. Сейчас покажу на том, как будет. Потому что будет так одинаково везде. Новое, по задумке дизайнера нашего архитектора, оно будет светлое. Как бы светлее, чем все стены. Стены здесь тоже будут светлые, но оно будет еще какое-то другое. И теперь большой десюдепорт, который ведет туда, в ту сторону. Тоже вот отсечки видны. То есть это отрезан новый низ от, ну, типа старого верха. У нас не было этого куска, но он есть. Вот это типа старый верх, вот это типа старый верх. Они несимметрично отрезаны. Вот тынц-тынц-тынц, такая получается лесенка вниз. Тоже отрезана сюда. То есть соблюдали там расстояние, там 7 миллиметров, чтобы, ну, отделить, чисто отделить. И здесь то же самое. Но вот тут не видно будет, где вот эта тяга переходит выше. Но она там есть, тоже там есть переход такой же. Вот так. И по его задумке, вот это все, что касается продолжения старого, вот оно будет выделено как бы не стеновая часть, а именно портал, тяги, они будут выделены отдельным чуть-чуть, более светлым. Как будто там новое белое. Вот эта вот часть будет. А все остальное пойдет под цвет стен. Ну, такая пока идея. Тоже здесь обрывки зеркал. С той стороны и с той стороны здесь они симметричны. Но когда это все добавилось, это стало очень так читаемо. Это было у него в голове, он это рисовал, но я не видел, но пока не построили. А когда построили уже все, вот тогда стало понятно и видно, как это работает, как работает эта геометрия. Это круто. Мне нравится, как это выглядит на самом деле. Ну и потолок сам. Потолок мы видели много раз, тоже, что и везде. Полностью слитно, полностью плафон весь слитный. И ощущение такой расчищенности. Это чисто расчищено от старых наслоений. Вот такое ощущение, оно прослеживается везде. Каких-то видимых следов, каких-то трещин, каких-то там саморезов, коими здесь все прикручено, здесь нет. Полностью цельный потолок получается. Вот так.
Я даже не знаю, у меня камера никак не захватит этот весь потолок. Как бы я ни хотел, что бы я ни делал. Можно вот так посмотреть с этой стороны. Я обойду еще с той стороны, посмотрим, как это выглядит. Да, здесь, наверное, 7 метров точно. Расстояние такое. Ну и отсюда. Посмотрим отсюда еще. Вот так. Вот такой вот финал. Финал нашей работы здесь. Ну и что я могу сказать по этому поводу? Ну, у меня больше, сложнее, и всякие вот подобные эпитеты, у меня такого объекта не было. Это очень и очень серьезно. Мы провели здесь больше года. И после этого у меня такое ощущение, что мне надо круче. Мне уже хочется круче. Мне надо какой-то больший эффект, чтобы это оказывало на мою центральную нервную систему. Потому что после такого уже обычный потолок, это обычный потолок. То есть то, что как бы хороший, классный какой-то, прикольный, но обычный. Он обычный. Любой, он становится обычным по сравнению с этим. Хочется еще круче, хочется еще чего-нибудь, хочется еще задачу более серьезную, более интересную, чего-то такое. Получилось ли сделать то, чего мы хотели? Да. Я думаю, да. Я думаю, получилось. Как обычно, жалко уходить. Ну, как бы такое ощущение. Ну, собираться, уходить. Мы так привыкли. Мы прожили больше всех на этом объекте, получается, на этих потолках. Это было круто. Это было круто. Если удастся когда-нибудь попасть сюда и позволят поснимать, может, еще поснимаем чего-нибудь. Как здесь получилось в итоге. Прям уже полностью, когда весь дизайн, весь интерьер сольется. Если получится. Не получится, так не получится. Ладно. Всего доброго. До свидания. Пока-пока.